Привет, с вами Гео. Как часто вы задумываетесь, откуда берется электричество в розетке? Согласитесь, что для абсолютно любого средневекового человека электричество – это магия. Вот есть у вас утюг, вы втыкаете шнур в стену, и утюг нагревается. Или хотите, посушить волосы. Опять же втыкаете в стену шнур от фена. Для нас это абсолютная норма жизни. Но все же, какой путь проделала электрическая энергия, прежде чем попасть в ваш утюг? Фен или смартфон? Откуда она взялась? Самый банальный ответ такой – с электростанции. Но он ничего не объясняет. Придется разобраться чуть глубже. Все электростанции работают плюс-минус по одной схеме. Где-то там у них внутри нагревается вода, превращается в пар, и этот пар крутит турбину, которая в свою очередь крутит электрогенератор и производит то самое электричество. Греть воду можно по-разному – углем, газом, да хоть дровами. А можно вообще не греть. Например, ветряные, гидроэлектростанции и солнечные панели обходятся вообще без пара. У всех этих способов есть свои плюсы и минусы, но делают они ровно одну и ту же работу. Позволяют вам получить электричество, чтобы, например, посмотреть это видео. Но, пожалуй, никакой тип электростанции не вызывает таких споров, как атомные. Особенно после Чернобыльской аварии. Будто все страны в один момент внезапно осознали, что мирный атом не такой уж мирный. Десятки людей с лучевой болезнью пугали чуть ли не больше, чем взрывы и катастрофы. Потому что радиация – это невидимый враг. Можно зайти в комнату совершенно обычную на первый взгляд, а там внезапно пара тысяч миллизивертов. И все. Через пару часов выйдешь оттуда с отваливающейся кожей. И заранее без специального прибора обнаружить эти зиверты невозможно. Отсюда и страх. Общество в разных странах относятся к атомной энергии не одинаково. Например, во Франции 70% всего электричества вырабатывается с помощью АЭС, а в соседней Германии – 0, потому что атомные станции там запретили вообще. Спор сторонников и противников мирного атома крутится всего вокруг одного и того же. Сторонники указывают, что АЭС – это самые экологически чистые станции из всех возможных. Нет никаких вредных выбросов, практически никаких отходов, никакого вредного производства. В общем, одни плюсы, если, конечно, не бахнет. На это противники отвечают, что обязательно бахнет. И тогда нам всем конец. Радиоактивные дожди, мутанты, рак, смерть, крест, череп, гроб. И тут такое дело, что в целом-то правы обе стороны. Пока АЭС работает нормально, это прям идеальное воплощение зеленой энергетики. Но если там что-то пойдет не так, и радиация вырвется на свободу, то это ужас, кошмар и зона отчуждения. В несколько десятков километров на долгие годы. Радиация – это абсолютное зло. Оно способно убить человека практически мгновенно, а может и через многие годы заставить его мучиться и страдать от рака. Тот, кому однажды пришлось повстречаться с радиацией, никогда не может быть уверен, придет ли болезнь к нему в будущем или уже все позади. Этот спор принципиально неразрешим. Пока одни говорят, что современные АЭС защищены от всех аварий, и вероятность катастрофы там 0,0001%, другие говорят, что это же все равно не полный ноль. А значит, любая АЭС – это атомная бомба замедленного действия. Особенно ярко такая дискуссия поднимается после какой-нибудь реальной катастрофы. Пока человечество знало всего 3 крупных аварий. Кыштымская в 1957 году, Чернобыль в 1986 и Фукусима в 2011. Кстати, именно после нее в Германии приняли решение в срочном порядке закрыть последние атомные станции. И вот именно о Фукусиме я сегодня хочу поговорить. Как так вышло, что в одной из самых технически продвинутых стран мира долбануло так, что еще несколько лет весь остальной мир отказывался импортировать оттуда продукты? Чего не учли японские инженеры? Как развивалась авария и почему все-таки она не разрослась до масштабов Чернобыля? Но главное, мы посмотрим на эту ситуацию в режиме реал-тайм, глазами обычных жителей Японии. Как они узнали о катастрофе, что чувствовали, что предпринимали, что им рассказывало правительство и что не рассказывало. Готовьтесь, это будет увлекательное и жуткое путешествие.
Катастрофа 2011 года на АЭС Фукусима-1 стала самым страшным ядерным событием со времен катастрофы в Чернобыле. Но в отличие от Чернобыля, она не была полностью рукотворным явлением. Главной причиной аварии стало невероятно мощное землетрясение и цунами. Из прибрежных районов Японии эвакуировали почти 500 000 жителей. Суммарный ущерб от катастрофы превысил $360 миллиардов. В Токио вырос уровень радиации, несмотря на то, что город находится за 200 километров от аварии. Все это стало возможным, потому что сразу несколько вещей в тот день пошли не так. Трагедия началась 11 марта 2011 года в 14 часов 46 минут, а закончилась, хотя, в общем-то, она не закончилась до сих пор. Как я уже сказал, главным триггером послужили землетрясения и цунами. Но то, что масштаб аварии получился настолько большим, это уже следствие ошибок персонала, ошибок строительства станции еще на стадии проектирования, неготовность руководства действовать в аварийных условиях. Именно эта неготовность не позволила оперативно начать охлаждать реакторы, из-за чего топливо там нагрелось до невероятных значений, расплавило активные зоны и привело к нескольким мощным взрывам. Впрочем, была у этой катастрофы и своя особенность. По большому счету, от радиации люди практически не пострадали. Но социально-экономический ущерб, возможно, оказался даже больше, чем у взрыва в Чернобыле. Уже после завершения активных спасательных работ, через полгода после всего, на конференции МАГАТЭ, президент японского агентства по атомной энергии Ацуюки Судзуки признал, что главной стратегической ошибкой стало то, что японские атомщики недостаточно серьезно отнеслись к чернобыльскому опыту. В отличие от других государств, Япония не отнеслась с нужной серьезностью к изучению аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, японские специалисты так и не осознали того факта, что запроектная авария может произойти в реальности. «14:46. Тихий океан, недалеко от японского побережья. Двигающаяся на запад Тихоокеанская тектоническая плита кренится вниз и заползает под Охотскую плиту. Это вызывает невероятно сильное землетрясение с эпицентром в 169 километрах от северо-восточного побережья Хансю, самого густонаселенного острова Японии. Магнитуда землетрясения составила 9 баллов. Это пипец как мощно. Землетрясение стало крупнейшим за всю историю наблюдения в Японии и одним из 5 самых мощных зафиксированных землетрясений в мире. 11 марта в Токио был обычным рабочим днем. Этот город, привыкший к землетрясениям, обители огромных небоскребов не особо пугают периодически шатающийся пол и стены. И вот очередные подземные толчки. Сначала кажется, что все пройдет как обычно. Легкое дрожание пола. В каком-то офисе менеджеры с сожалением видят новые трещины на плитке и думают, как ее придется менять. Как вдруг все здание резко вздрагивает. Отключается электричество, мебель и тяжелые шкафы начинают мотать туда-сюда, словно они сделаны из легкого пластика. Только тут японцы начинают понимать, что землетрясение серьезное, покидают рабочие места и идут к аварийным лестницам. Все это продолжается не больше минуты, и пока толпа людей в тишине спускается на улицу, из динамиков по всему Токио разносятся тревожные предупреждения. К берегу приближается ужасное цунами. Люди не успевают до конца переварить эту информацию, как дома начинают раскачиваться вновь. Раздается ужасный грохот. Только тут до японцев начинает доходить, что, судя по всему, происходит что-то действительно невероятное. Уже в течение нескольких десятилетий в Японии ожидался так называемый Биг Бен – землетрясение огромной силы. Ученым было ясно, что скоро что-то такое должно произойти. Неизвестна была только дата, потому что сильные землетрясения происходят около японских островов один раз в 30-50 лет. Но сегодня магнитуда в 9 баллов превосходила вообще все толчки, когда-либо зафиксированные у берегов Японии. Когда тектонические толчки достигли суши, их максимальная интенсивность снизилась и составила где-то 7 баллов на побережье. А на атомной электростанции Фукусима-1 толчки были в пределах 5 баллов, что звучит уже не так страшно. АЭС была построена с учетом возможных подземных колебаний до 8 баллов. Но главная опасность крылась не в самом землетрясении, а в том, что последует за ним. И к этому дню готовились практически все крупные японские телеканалы.
Вдоль японского побережья, в особенности в больших городах, в наиболее живописных местах были установлены небольшие камеры, которые 24 часа в сутки, круглый год, в прямом эфире передавали в редакции новостных отделов живые картинки, чтобы обязательно в прямом эфире заснять, как гигантские волны будут сметать все на своем пути. И дождались. Картины огромных волн, смывающих целые города и уносящих за собой в море тысячи жертв. Апокалиптические кадры, лишающие людей покоя и внушающие им еще больше страх. Потеряв самообладание, зрители пристально смотрят в монитор и будто не верят в происходящее. Японское слово «цунами» в переводе означает «волна, заливающая гавань». В открытом море, в километровых глубинах высота такой волны невелика и составляет около метра. В смысле, вы нигде не увидите картинок, как посреди океана фигачит высоченное цунами. Там смысл не в высоте, а в длине волны, которая может достигать многих десятков километров. Распространяется цунами со скоростью несколько сотен километров в час. А вырастает она только на подходах к берегу на мелководье. Скорость волны из-за трения уменьшается, а высота увеличивается и может составлять десятки метров. В первом предупреждении звучали слова, что высота цунами составит примерно 3 метра, но уже через полчаса эта цифра увеличилась в 2 раза. А еще через 15 минут прогнозируемая высота волны выросла до 10 метров. Волна залила сушу на глубину нескольких километров. Площадь затопления составила 560 квадратных километров. Но что там насчет береговой защиты от цунами? Система подводных и надводных дамб, бетонных сооружений и цунами-убежищ оказалась бессильной перед такой масштабной катастрофой. После землетрясения на многих японских атомных станциях сработало автоматическое отключение. Остановился каждый 5-й атомный блок в стране. Реакторы перевели в подкритическое состояние. На Фукусиме работающие реакторы тоже заглушили. Персонал станции провел визуальный осмотр и не обнаружил заметных повреждений основных систем. Главной виделась одна проблема. Из-за землетрясения обрушились линии электропередач, и на Фукусиме пропало внешнее питание. Прервалась работа систем охлаждения реакторов, а это могло вызвать тяжелую аварию. Был ли на этот случай запасной план? Конечно, да. Почти сразу включились 13 дизель-генераторов, которые продолжали охлаждать активные зоны реакторов и бассейны выдержки с отработанным топливом. Казалось, что все идет нормально, пока через 50 минут сюда не пришло цунами, какой-то просто невероятной высоты. Только через несколько месяцев после тщательных моделирований удалось установить, что на Фукусиму обрушилась волна в 13 метров. Если в первые минуты после землетрясения говорилось о плановой остановке работы нескольких японских атомных электростанций, то уже вечером была внезапно объявлена чрезвычайная ситуация. По одним данным, из-под контроля вышла ситуация с одним из реакторов АЭС. По другим, все реакторы находились под контролем специалистов. Просочилась информация о возможном расплавлении активной зоны реактора. В это мало кто поверил. По логике, это должен быть отказ системы охлаждения. Но его можно запустить с помощью резервного питания, так что причин для беспокойства вроде как нет. На самом деле, ситуация на Фукусиме развивалась следующим образом. 14:46. В результате землетрясения на реакторе первого блока сработала аварийная защита, и все поглощающие стержни были введены в активную зону. Реактор был заглушен. Одновременно из-за разрушений прекратилось внешнее энергоснабжение станции. 14:47. Через минуту подключились резервные дизель-генераторы, находившиеся в подвале. Система безопасности перекрыла главный клапан отсечения пара. Пар из реактора перестал поступать в турбину. Закрытие клапана привело к подъему давления в корпусе реактора. В то же время уровень охлаждения воды оставался в допустимых пределах, и необходимости подключения дополнительной системы не возникло. 14:52. По сигналу о росте давления в корпусе реактора автоматически запустились технологические конденсаторы, которые начали подавать в корпус реактора холодную воду. Давление и температура снизились. 15:03. Снижение температуры пошло слишком быстро. Скорость превышала допустимый предел и создавала угрозу для прочности корпуса. Операторы с пульта закрыли клапаны. 15:06. В головном офисе Tokyo Electric Power Company создан штаб по действию в условиях крупного стихийного бедствия. Речи о ядерной аварии пока не шло. Если что, Tokyo Electric Power Company — это типа японский Росатом, главная структура, которая управляет всей атомной энергией в Японии.
15:10. Операторы пришли к выводу, что для поддержания безопасного давления в реакторе первого блока достаточно одного конденсатора. Они несколько раз пытались регулировать давление и скорость падения температуры в ручном режиме. Остается вопрос, вызвало ли землетрясение какие-либо значимые разрушения на первом блоке. Как видно из сообщений выше, персонал станции, вплоть до прихода цунами, не зафиксировал повреждений, которые могли бы препятствовать работе систем аварийного охлаждения и привести к аварии. Но это не значит, что разрушений не было. В более поздних отчетах приводили слова сотрудников станции. Они утверждали, что часть трубопроводов была сильно повреждена подземными толчками, еще до прихода цунами. Я лично видел трубы, которые сломались, и предполагаю, что еще были многие, которые были сломаны по всей АЭС. Нет сомнения, что землетрясение нанесло большой ущерб станции. Там определенно образовались многочисленные протечки. Я также видел, что часть стены машинного зала была повреждена. Возможно, трещины появились и в здании реактора. Существует и более объективное подтверждение протечек трубопроводов. Это загрязнение радиации помещений энергоблока. ТЭПКО сообщала, что еще до прихода цунами персонал не смог обследовать некоторые комнаты из-за высокого излучения. Это связывали с утечками радиоактивного пара. Но такой пар мог появиться только в результате повреждения паропроводов. После прихода цунами и особенно после взрывов на блоках споры о повреждениях от землетрясения отошли на второй план. Тем не менее, по сообщениям прессы, в ТЭПКО не отрицали возможность повреждения оборудования во время первых толчков. Ну ладно, все самое интересное будет еще впереди. 15:27. По станции ударила первая волна цунами. Ее высота составляла около 4 метров. Она не вызывала каких-либо нарушений в работе станции. 15:37. На станцию пришла вторая волна. В 3 раза выше. Она захлестнула Фукусиму. Вода проникла в подвалы и затопила дизель-генератор. Насосы, подающие морскую воду для охлаждения силовых механизмов, также оказались под водой. Распределительные щиты аварийного энергосбережения выведены из строя. Одно за другим пошли многочисленные короткие замыкания. То же случилось и на первом блоке. А значит, перенаправить электроэнергию на первый блок стало просто невозможно. Были еще аккумуляторы, но их заряд быстро кончался. Операторы ходили по станции с карманными фонариками и пытались определить, какие приборы еще не вышли из строя. Эти же фонари приходилось использовать при работе с документацией, когда там пытались найти инструкции на такой случай. А приборы тем временем продолжали отключаться. Получать информацию о состоянии аварийных систем и управлять ими не удавалось. Установка по управлению охлаждением на первом блоке, по мнению операторов, стала полностью неработоспособной. Все надежды связывались с технологическим конденсатором, но состояние клапана на нем оставалось неизвестным. 15:42. Руководство ТЭПКО пришло к выводу, что ситуация стала намного сложнее и теперь соответствует нормам закона об особых мерах готовности в случае ядерной аварии. Произошла полная потеря мощности переменного тока. 16:36. Отказ всех функций охлаждения реактора. Только сейчас правительство Японии посылает уведомление, что у нас тут кажется, жопа какая-то. На всякий случай предупреждаем, чтобы вы там готовились. В 17:12 директор станции отдал распоряжение готовить альтернативные источники охлаждения активной зоны. 21:19. Уровень воды для охлаждения в реакторе все еще неизвестен, потому что не работает система для ее измерения. Чтобы ее запустить, сотрудники станции снимают аккумуляторы со своих автомобилей. Наконец-то приборы начинают работать. Измерения показывают, что уровень воды на 20 сантиметров выше концов топливных сборок. Значит, какое-то охлаждение там все-таки работало. Операторы выдохнули с облегчением, хотя на самом деле приборы врали. В реакторе уже была повреждена активная зона, и это вносило сильные помехи в результаты измерения. Расчеты показали, что в консервативном случае, если ничего не менять и не предпринимать, авария будет довольно скоротечной. Примерно через 2 часа разрушится второй барьер безопасности – оболочка теплоотводящего элемента. Через 13 часов расплавится корпус реактора, а через 7 дней расплавленная радиоактивная масса проплавит бетонный пол и уйдет в землю. Тем временем в остальной Японии вечер после землетрясения. Цунами обрушилось на невероятно широкую полосу побережья – 500 километров. Глава правительства Наото Кан выступает перед прессой.
Из его слов люди узнают, что в целях определения масштабов катастрофы в небо были подняты 8 боевых самолетов. Они должны сделать с воздуха снимки пострадавшей территории. Ущерб, нанесенный стране, огромен. Многие местности полностью смыты волнами. Из Токио приходят картины горящего и взрывающегося сахарного завода. Картины ада. Япония в шоке. Местные спасатели перегружены работой. В следующие несколько дней на побережье острова Хансю будет отправлено 100 тысяч солдат. Наото Кан, бывший юрист по вопросам патентного права. Он стал премьером менее года назад. Кан – член Демократической партии Японии, которая одержала историческую победу на выборах в 2009 году и впервые возглавила страну. С этой роли она сместила другую либерально-демократическую партию, которая правила почти 60 лет. Почти через 2 часа после землетрясения премьер-министр готов сообщить хорошую новость. Положение на атомных электростанциях удовлетворительное. Работа всех объектов автоматически остановлена. Потом в новостях появилась инфа, что все не так радужно. И далее по кругу. Почему-то вслед за каждой плохой новостью вдруг появлялась пара хороших, которые, вероятно, должны были постепенно подготовить зрителей к наихудшему сценарию. Многие люди, если не абсолютное большинство жителей Японии, все еще не понимали, насколько опасная катастрофа обрушилась на страну восходящего солнца. Всех потрясли картины апокалиптических разрушений, которые оставило после себя цунами. Многие потеряли своих друзей, родственников или коллег. 25 тысяч погибших. Целые города и деревни полностью смытые в океан. Все это в тот момент имело гораздо большее значение, чем пара реакторов, о которых заботились самые лучшие и самые опытные специалисты. А если будет опасность, то общественность об этом обязательно проинформирует по всем правилам. Верно же? Но вообще-то не обязательно. Например, в 2007 году в Японии тоже было землетрясение, магнитудой в 6 баллов. Тогда хорошо так потрясло другую атомную станцию Касивадзаки-Карива. На одном из трансформаторов возник пожар, который удалось потушить лишь спустя 2 часа. ТЭПКО тогда заявили, что все нормально, граждане волноваться не о чем, никакой радиации нет. А потом оказалось, что есть. Из реактора испарилось большое количество воды, а вместе с ней улетучилось в атмосферу и какое-то количество радиоактивного материала. И действительно, после первых позитивных новостей в 18:30 японское информационное агентство сообщает, что на атомной электростанции в Анагаве возник пожар, а затем вышла из строя система охлаждения. А еще проблемы наблюдаются на станции Фукусима. Тогда это название впервые узнали люди во всем мире. Но тут не нужно думать, что власти, как обычно, скрывают. Нет, про серьезность аварии на Фукусиме правительство узнало меньше, чем за час до этого. Потому что официальный протокол обязывал управляющую компанию ставить правительство в известность только в случае серьезной катастрофы. Но почти до самого вечера персонал станции не осознавал, насколько все плохо. АЭС Фукусима-1 находится примерно на расстоянии в 240 километров севернее Токио, на побережье Тихого океана. Электрическая мощность 6 ее энергоблоков составляет почти 5 гигаватт. Это одна из наиболее мощных АЭС в Японии и одна из наиболее старых. С 1971 года ее эксплуатирует компания ТЭПКО. Я очень люблю свою работу. Исследовать темные закоулки человеческой истории. Настоящее удовольствие. Но, как и в анекдоте, есть нюанс. Это техника. От нее зависит результат моих трудов. И сейчас мой старенький компьютер уже не вывозит тех объемов задач, что перед ним стоит. Пришло время прощаться. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Вообще, это повод не для грусти, а обновиться. И в этом мне поможет CityLink, который сам недавно преобразился и добавил слоган «Повод обновиться». CityLink – надежная сеть магазинов техники и электроники, присутствующая на рынке с 2008 года. ПК и комплектующие, смартфоны и аксессуары, телевизоры и мониторы. Широкий ассортимент на любой вкус. Также есть удобное мобильное приложение, где можно легко совершать покупки и отслеживать заказ. В CityLink можно покупать технику не только для дома, но и для бизнеса через специальный B2B кабинет.
Для постоянных клиентов действуют гибкие условия и скидки. Используйте промокод GEO для скидки 10% на первый заказ до 300 тысяч рублей. И промокод GEOB2B для скидки 10% на первый заказ до 500 тысяч рублей для юрлиц. Короче говоря, всегда есть повод обновиться вместе с CityLink. В день землетрясения на Фукусиме работали только 3 энергоблока. Первый, второй и третий. Блок 4 был остановлен для планового технического осмотра. Проводились ремонтные работы по замене кожуха активной зоны. И все топливные сборки были перемещены в бассейн выдержки. В смысле это значит, что в реакторе не было ядерного топлива. Блоки 5 и 6 также были остановлены для технического осмотра. Но их топливные сборки находились в активной зоне реактора. В реакторе имеется 2 системы рециркуляции с насосами. Они прогоняют воду через активную зону, изменяют скорость потока теплоносителя и позволяют оператору регулировать мощность установки. При остановке блока система отвода остаточного тепла работает уже во вторичном контуре. Вода в ней приводится в движение меньшими по размеру электронасосами. Теплообменники охлаждают горячую воду из контура реактора путем передачи тепла морской воде. В смысле, что не вода сливается в океан, а одна вода охлаждается с помощью другой, через перегородку. Работа самого старого энергоблока номер 1 должна была прекратиться, по сути дела, уже в конце марта. Однако в феврале 2011 года японское управление по ядерной безопасности продлило срок его функционирования еще на 10 лет. И вот теперь, по непроверенной информации, значительная часть этой АЭС разрушена тяжелым землетрясением, 13-метровыми волнами цунами и залита водой. 6-метровая заградительная дамба для защиты АЭС полностью сорвана. Опасность аварии, которая может произойти, связана прежде всего с огромной радиоактивностью, накопленной за время работы реактора, а еще с его высокой температурой и остаточным тепловыделением. Важной характеристикой для топлива Фукусимы является его остаточное тепловыделение после остановки реакторов. Стационарное температурное состояние активной зоны можно получить только при непрерывном охлаждении с помощью воды. Выключить реактор вообще не так просто. Это вам не кнопку на выключателе нажать. В смысле, если даже выключенный реактор перестать охлаждать, он будет греться, греться и греться без остановки, пока не начнет плавить все вокруг. Вслед за просочившейся информацией, что на АЭС в Фукусиме вышла из строя система охлаждения, от властей приходит опровержение. Система охлаждения функционирует исправно, и утечка радиации не произошла. Чуть позже Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщает, что работа 4 АЭС, расположенных на близком расстоянии от эпицентра землетрясения, была аварийно остановлена. Каждую минуту поступают противоречивые сообщения. Что здесь правда, а что ложь? Что пропаганда, а что политика? Мир растерянно и со страхом смотрит на Японию. В 20:30 перед камерой предстает генеральный секретарь правительства Юкио Эдана. Ему суждено стать главным лицом катастрофы. Особенно запомнится его голубой комбинезон, подобный тем, которые носили герои научно-фантастических фильмов 1960-х годов. Внешний вид Эдана как бы говорит, что правительство развязало галстук, расстегнуло воротничок и решительно вступает в бой. После 2 часов полной неопределенности и суеты Юкио Эдана наконец подтверждает информацию, что в Фукусиме все-таки вышла из строя система охлаждения. Еще через некоторое время он объявляет режим чрезвычайной ситуации на электростанции. Как утверждает Эдана, это всего лишь мера предосторожности. Выброса радиации не ожидается. Это просто так, чисто на всякий случай. Но многие уже начинают в этом сомневаться. Зачем объявлять режим чрезвычайной ситуации, если ничего серьезного не происходит? Получается вообще лютая комбо. Самое большое землетрясение в истории Японии, чудовищное цунами, а теперь еще вдобавок чрезвычайная ситуация на АЭС. Вскоре местные органы власти в Фукусиме призывают жителей близлежащих к станции населенных пунктов немедленно покинуть свои дома. А это, между прочим, 2000 человек. А вообще необходимо эвакуировать людей из зоны радиусом около 2 километров вокруг. Все начинают гадать, зачем это нужно. Распространяются слухи, что вероятнее всего в одном из реакторов была найдена трещина, из которой происходит утечка радиации. Но точной информации по-прежнему нет. Через полчаса зона эвакуации расширяется до 3 километров.
Каждую минуту поступают все более и более страшные новости. При этом общественность до сих пор не знает, что на атомной электростанции происходит на самом деле. Незадолго до полуночи этого же дня, 11 марта, поступает новое сообщение. Система охлаждения реакторов переводится на питание от аккумуляторов. Типа, все восстановили, но более опытные люди понимают, что аккумуляторы – это недолговечное решение. И если на станции не появится внешнее электричество, то никакие аккумуляторы не помогут. Вероятность расплавления активной зоны реакторов никуда не девается. И тогда на электростанции воплотится самый худший сценарий развития событий. Но простым жителям Японии об этом никто ничего не говорит. Вообще уже при проектировании и строительстве Фукусимы-1 были заложены мины, которые через 40 лет приведут к тяжелой аварии. Первая из них сработала в результате подземных толчков еще до появления цунами. Как уже указывалось, из-за разрушений, вызванных землетрясением, прекратилось внешнее электроснабжение. Землетрясение повредило линии электропередач и подстанции даже вне территории затопления, на несколько километров вглубь острова. Если бы элементы этой линии были спроектированы с учетом возможных толчков магнитудой 6 и более баллов, то оставалась бы возможность восстановить внешнее электропитание довольно быстро, и никакой аварии бы не случилось. Вторая мина была заложена при подготовке площадки станции. В процессе этой работы высокий 34-метровый берег был частично срыт. Окончательно высота берега в районе расположения первых 4 блоков АЭС составила всего 10 метров от уровня моря. Уровень берега энергоблоков 5 и 6 был чуть выше 13 метров. Зачем вообще нужно было снижать берег? Неужели никто не думал о цунами? Работы по понижению берега обосновывались по крайней мере 3 причинами. Во-первых, значительным упрощением и удешевлением доставки на площадку тяжелого оборудования. Во-вторых, облегчением закачки охлаждающей морской воды. В-третьих, защитой от землетрясений. А это как? А так, что из-за того, что большую часть грунта срыли, блоки станции стали опираться прямо на скалы. Это делало их намного устойчивее. А как же защита от цунами? В заявке на 1000 страниц от 1966 года речь шла в основном про землетрясения. Опасность цунами практически не упоминается. Указывается только то, что нет исторических сведений о цунами большой высоты в районе будущей станции. А вот тут давайте-ка поподробнее. В документах, представленных ТЭПКО, при получении лицензии компания ориентировалась на крупнейшее землетрясение, произошедшее в Чили в 1960 году, магнитудой 9,5 баллов. Исходя из этого, проектную высоту цунами для Фукусима приняли по умолчанию равной 3 метра. В 2002 году эта оценка была пересмотрена. По рекомендации Японского общества гражданских инженеров в качестве опорных данных были приняты параметры землетрясения Фукусима-Оки, произошедшего в 1938 году с магнитудой 8 баллов. То есть меньше, чем в Чили, но зато на берег пришло цунами высотой почти 6 метров. Ну то есть высота в 13 метров для волны даже не рассматривалась, потому что такой якобы никогда не было. Но на самом деле уже тогда была опубликована работа группы профессора Минаура. В ней говорилось, что очень давно, еще в 869 году до нашей эры, после землетрясения на равнины в районе будущего города Сендай вторглась волна гигантского цунами, которая проникла вглубь острова аж на 4 километра. А Сендай, между прочим, находится недалеко от Фукусимы. И тогда, по оценке ученых, волна была примерно 8 метров. Профессор Минаура утверждал, что повторяемость таких значительных цунами в районе Фукусимы составляет от 800 до 1100 лет. Были и более поздние работы, в которых обращалось внимание на необходимость серьезно усилить защиту прибрежных АЭС от цунами. В 2009 году известный сейсмолог Юкинобу Акамура предупреждал оператора компании ТЭПКО о неготовности прибрежной зоны атомной станции Фукусимы к сильному цунами и землетрясению. В своем докладе Акамура настаивал на том, что в скором времени район, где расположена станция, подвергнется аналогичному удару природной стихии. В ТЭПКО от этого доклада отмахнулись, но в 2009 году Агентство по ядерной безопасности Японии потребовало от ТЭПКО, чтобы данные пересчитали, учли и, возможно, переделали бы прибрежную линию защиты. Но эти работы не успели завершить. Землетрясение случилось раньше. Но даже это не все. Существовало еще одно предупреждение, на которое ни компания, ни регулятор не обратили внимания. Это предупреждение пришло из далекого прошлого, от людей, живших много веков назад на этом же побережье.
Здесь во многих местах сохранились поставленные вертикально крупные камни. Большая их часть была разрушена временем. Возраст нескольких камней превышает 6 веков. На некоторых сохранились выбитые иероглифы. Высокие дома – ваши покой и гармония. Помните бедствие великого цунами? Не стройте никаких домов ниже отметки, сделанной на этом столбе. Всегда будьте готовы к цунами. Защищайте свою жизнь и свое имущество. После землетрясения приходит цунами. Вода поднимается до выбитой отметки. Как вы понимаете, Фукусиму-1 построили ниже этих камней. Строительство первых реакторов выполнялось по проекту General Electric американскими специалистами более полувека назад. Но в Японии сделали все не прям по американскому проекту. Тогда в целях экономии здания строили минимальных размеров, так, чтобы вмещать только, собственно говоря, реактор и наиболее важные обслуживающие его системы. Аварийные дизельные генераторы были вынесены наружу и помещались на нижних этажах машинного зала или других зданий. Перед аварией на блоках Фукусимы было 13 дизель-генераторов. Казалось бы, система аварийного электроснабжения была достаточно надежна. Однако после прихода цунами в течение нескольких минут 6 дизель-генераторов были затоплены. 6 других не пострадали и могли бы продолжать работу. Но сломалось другое оборудование. В том числе 36 распределительных щитов системы аварийного энергоснабжения. Насосы, подающие морскую воду для охлаждения реактора и силовых механизмов, были затоплены на всех энергоблоках. Кроме третьего, в результате нарушилась работа всех генераторов. На всех блоках электропитание полностью отключилось. Погасло освещение. Приходилось использовать ручные электрические фонари. Практически перестали работать приборы и связь. Операторы станции потеряли возможность следить за параметрами происходящих процессов и дистанционно управлять аппаратурой. Надвигалась угроза того, что в активных зонах реакторов и бассейнах выдержки в результате потери охлаждения начнется разрушение ядерного топлива. К тому же нарушилось и сообщение между зданиями на площадке станции. Большая волна цунами сорвала с основания тяжелые механизмы, баки с топливом, разрушила легкие постройки и оставила на дорогах большое количество мусора. Как встретили землетрясение и цунами работники станции? В момент, когда все случилось, там работало около 2500 человек. После первых толчков большая часть спокойно перешла в укрытие. Поэтому, когда по станции прокатилась волна, от нее почти никто серьезно не пострадал. Но совсем без жертв не обошлось. После землетрясения 2 операторов послали посмотреть, как там дела в 4-м блоке. Ну и их смыло. О том, что первый этаж станции залит водой, дежурная смена энергоблоков узнала от других промокших по пояс операторов. Они ворвались в зал с криками «Наводнение!». Ну а дальше понеслось. Сотрудники ТЭПКО пытались стабилизировать и исправить ситуацию, оказавшись в тяжелейших условиях. Но на основе чего они принимали решение? Существовал ли набор инструкций на такой случай? С перечислением мер, как нужно действовать, когда у тебя пропало электричество вообще везде, но при этом тебе надо как-то охлаждать реакторы и бассейны выдержки топлива. Ну, какие-то инструкции были. В докладе президента Японского агентства по атомной энергии Ацуюки Судзуки через полгода после аварии говорилось о больших недостатках в аварийном планировании, которые были на всех станциях компании ТЭПКО. В этих планах рассматривалась только кратковременная полная потеря электропитания для собственных нужд на несколько часов. Иными словами, на период работы резервных аккумуляторов. Типа, ну если отключить питание, то у нас генераторы есть. Если что-то будет с генераторами, ну перебьемся на аккумуляторах. А там уже все успеют починить. Вообще не было никакого пункта про то, что делать, если починить электричество не получится. Поэтому на Фукусиме не были предусмотрены технические средства и руководство для действия персонала при длительном полном обесточивании. После аварии на этот факт также неоднократно указывали официальные лица. В результате оставшиеся без света и работающих приборов, еще не понявшие масштабов обрушившегося на страну бедствия, люди действовали в этой ситуации на свой страх и риск, с надеждой на скорое и хотя бы частичное восстановление электропитания. А еще хочется отметить вот какой факт, о котором часто забывают. Сотрудники станции – это тоже живые люди. Мало того, что они оказались в трудной ситуации, к которой их никто не готовил, так еще и происходило это на фоне сильнейшего землетрясения и сообщения о десятках тысяч жертв.
Семьи 80% работников жили тут неподалеку. И вряд ли люди могли работать лучше, когда все их мысли были заняты тревогой за родственников. В горах вокруг Фукусимы лежит снег. Ледяной ветер с запада пролетает над горами и устремляется в сторону Тихого океана. На пляже опустошенного цунами города Сендай найдено 300 тел погибших. И еще 350 человек числятся пропавшими без вести. Но все это моментальные снимки трагедий. При такого рода катастрофах количество жертв всегда сначала повышается медленно, а потом растет все быстрее и быстрее. Каждый, кому довелось видеть картины разрушительного землетрясения и цунами, знает, что придется оплакивать значительно большее число погибших, чем известно сейчас. Только из Сендая в более безопасные, удаленные от берега районы вывезены по меньшей мере 70 тысяч человек. Еще 400 тысяч, проживавших вдоль побережья, самостоятельно ищут убежище и пытаются спастись от жесточайших морозов. Большинство из них потеряли все. Их дома разрушены землетрясением или смыты волнами. В первых драматических сообщениях очевидцев рассказывается о мужчине, который не смог спасти от разбушевавшейся стихии свою дочь. Цунами, сметая все на своем пути, вырвало ее из рук. Для спасателей эта катастрофа обернулась чрезвычайно сложной поисковой операцией, где нужно было постоянно бороться со временем. Ведь при таком холоде шанс найти под обломками выживших тает с каждой минутой. Многие улицы разрушены. Не подобраться и к наиболее пострадавшему от цунами населенному пункту на побережье. Армейские подразделения не прекращают поиски даже ночью. Путь спасателям закрыт и со стороны моря. Почти все порты перестали существовать. Акватории забиты автомобилями, автобусами, полузатонувшими судами и остатками домов, которые цунами унесло за собой в море. Кроме того, развивается еще одна катастрофа, которая по своим последствиям может стать куда более серьезной, чем землетрясение и цунами вместе взятые. На данный момент уже почти 6 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома, расположенные вблизи АЭС Фукусима-1. Как сообщает один из японских телеканалов, причиной эвакуации явилось снижение уровня охлаждающей воды в одном из реакторов до тревожно низкой отметки. Тут, я думаю, нам пора примерно представить, как работает реактор и какие процессы там происходят. В общем, если система охлаждения выходит из строя, вода в реакторе начинает испаряться. Давление внутри повышается до критического уровня, и возникает угроза взрыва оболочки реактора. А если реактор взорвется, то в атмосферу будет выброшено очень большое количество радиоактивных материалов. Хуже только ядерный взрыв. Что это будет означать для Японии? Что это значит для Токио? Ведь здесь живут почти 35 миллионов человек. Если реализуется худший сценарий, то все будет зависеть от направления ветра. В какую сторону случай решит забросить радиоактивное облако? В середине дня ситуация становится все менее приятной. На Фукусиме все никак не могут восстановить питание. При этом СМИ подают эту информацию так, будто, сейчас все еще по-прежнему плохо, но вот еще чуть-чуть, и все обязательно заработает. Ведь для устранения проблемы в районе АЭС отправлен грузовой автомобиль со всем необходимым оборудованием. В то же время эксперты со всего мира рассуждают о возможных последствиях аварий. Всплывает информация о возможном расплавлении активной зоны и о том, что Япония близка к атомной катастрофе. Но правительство продолжает говорить о каком-то чудо-грузовике, который чуть ли не в одиночку должен решить все проблемы. И по-прежнему никто снаружи станции не знает, что на самом деле происходит на Фукусиме. В процессе организации главного штаба в головном офисе ТЭПКО сразу выяснилось, что и здесь компанию преследовали неудачи. Два главных начальника отсутствовали. Председатель совета директоров Кацумата находился в командировке в Пекине, а президент Симизу в провинции Кансай. Кацумата получил известие о землетрясении через несколько минут после разрушительных толчков. Но попасть в Японию он сумел только 12 марта около полудня, а начал работать в штабе около 16 часов, потому что застрял в пробке. Симизу. Чтобы добраться до Токио, пришлось арендовать вертолет. В их отсутствии штаб возглавил вице-президент компании Такаси Фуджимото. Невозможность для руководства оперативного общения между собой и с внешними организациями вряд ли положительно сказались на эффективности работы штаба. И
Это в наиболее напряженные первые сутки. В такой ситуации главным героем стал Масао Йосида, директор станции Фукусима-1. Он внес определяющий вклад в борьбе с аварией. В книге «500 дней Фукусимы» про Йосиду говорится так. Он вел титаническую борьбу, бился с вышедшим из-под контроля реакторами, с радиацией, с некомпетентными чиновниками и с невыполнимыми требованиями ТЭПКО. Речь шла не только о его смерти, но о гибели всей страны. В стрессовой ситуации он не сдал позиции и в результате безвременно пал в бою в возрасте 58. Йосида был назначен на должность генерального директора станции меньше, чем за год до аварии. Он понимал необходимость выполнить серьезную реконструкцию защитных сооружений. Но по многим и независящим от него причинам за 8 оставшихся месяцев сделать это не успел. А после аварии он провел на станции почти безвылазно полгода. 12 марта, после долгих споров, руководство ТЭПКО дало согласие на использование морской воды для охлаждения реактора первого блока. Трудность такого решения объяснялась прежде всего тем, что это означало полную потерю надежды на восстановление энергоблока. Воду начали заливать в 19 часов и проинформировали об этом правительство. Но спустя совсем короткое время в штаб сообщили, что премьер-министр не давал согласия на такую операцию. В правительстве раздражены таким решением и приказывают немедленно остановить закачку воды. 2 часа ночи. Новое сообщение. В одном из реакторов продолжается рост давления, а в турбинном зале повышается уровень радиации. Компания ТЭПКО намерена сбросить давление в атмосферу. Естественно, этот сброс будет сопровождаться и выбросом радиации. После этого многие вспоминают о крупной атомной аварии в Чернобыле и о том, какие последствия имела та катастрофа для Европы. Когда стало известно, что радиоактивное облако тянется по направлению к Западной Европе, всем было рекомендовано оставаться в своих домах и плотно закрыть окна. В течение многих лет людям рекомендовали не есть дикие грибы и диких животных, потому что там могла остаться радиация. Но была и другая мысль, противоположная, что если в мире найдется страна, которая окажется способна справиться с таким огромным кризисом, то этой страной непременно станет Япония. Если Япония не сможет победить атомную катастрофу, то этого не сможет сделать никто. Тем не менее, атомный кризис пока не находит достойного освещения в японских СМИ. Люди до сих пор не могут отойти от шока после землетрясения, тем более, что повторные толчки продолжаются. Ведущие телепередач все еще носят на головах во время эфира защитные каски. 6 утра 40 минут. МАГАТЭ обнародует информацию о намерении ТЭПКО сбросить пар, содержащий небольшое количество радиоактивных веществ из поврежденного реактора в гермооболочку, чтобы ослабить давление внутри реактора. По сообщениям представителей японских властей, выпущенный из реактора пар будет фильтроваться. Это должно помочь задержать радиацию. Почти в то же время японские власти официально сообщают о повышении уровня радиации в районе рядом с АЭС в 1000 раз. А значит, пора расширять зону эвакуации. В 7 утра уже лично премьер-министр предупреждает общественность о возможности утечек радиации из электростанции. Он дает распоряжение эвакуировать всех людей, проживающих в пределах 10-километровой зоны вокруг АЭС. Уровень радиации за пределами промзоны станции превышает норму в 8 раз. Эта эвакуация затронула почти 45 тысяч человек. Если что, выглядело это по-прежнему необычно. В смысле, новости продолжали оставаться хоть и тревожными, но в целом все пытались сделать вид, что по большей части все нормально. Но выброс радиоактивного пара и эвакуация 45 тысяч человек говорили, что вообще-то все намного хуже, чем они говорят. Тут давайте еще раз напомню, что в этот момент происходит на Фукусиме. После тяжелого землетрясения выходит из строя внешняя система электроснабжения, и реактор переключается в режим аварийного питания. Свою работу начинают выполнять дизель-генераторы. Затем на прибрежную полосу Японии обрушивается цунами, которое затапливает сооружение АЭС и выводит из строя агрегаты аварийного электропитания. Реакторы вынуждены переключиться на аккумуляторное питание. Но уже через короткий промежуток времени затопленными оказываются и аккумуляторы. Остается самый последний шанс охладить реактор. Нужно пропустить горячий пар по резервуарам для воды, расположенным выше, и таким образом охладить его.
Но вода нагревается слишком быстро, поэтому довольно скоро АЭС теряет свой последний шанс. Тогда в ТЭПКО принимают решение заливать внутрь морскую воду. Но на это приходит жесткий ответ из правительства с приказом немедленно остановить порчу реактора. Потому что чиновники в высоких кабинетах, видимо, не до конца понимали масштабов жопы. Они боялись, что морская вода испортит дорогой реактор и его не получится восстановить. Директор станции Йосида, возможно, как никто другой представлял последствия такого тупого решения. В смысле, бесполезно спасать то, что уже почти разрушено. Выбирать можно было между плохим и очень плохим решением. И если сейчас остановить даже такое охлаждение, то потом последствия будут катастрофическими. Но приказ есть приказ. И Йосида идет на беспрецедентный шаг для японца. Он говорит своему подчиненному: сейчас у нас будет телеконференция с руководством компании и министрами. Так вот, во время эфира я тебе прикажу больше не подавать морскую воду в реактор. Но ты меня не слушай, понял? Продолжай делать то, что делаешь. Позже Йосида скажет, что в тот момент исходил из наиболее приоритетной задачи – предотвратить полное разрушение энергоблока. И надо сказать, что, скорее всего, именно это решение предотвратило еще более масштабную катастрофу. Решение Йосиды не выполнять приказ спасло активные зоны от перегрева и взрыва. Если бы он ему подчинился, вся северно-восточная часть Японии была бы непригодна для жизни еще многие десятилетия, если не столетия. Официальное разрешение на охлаждение реакторов морской водой поступило только через несколько часов. Причем получилась парадоксальная ситуация. Высшее руководство ТЭПКО тоже понимали, что надо охлаждать реактор всем, чем можно. Но когда правительство им запретило, то они безропотно согласились и даже потом хотели наказать Йосида за то, что он грубо нарушил приказ. А вот премьер-министр Наото Кан, который изначально и отдал тупое распоряжение, наоборот поблагодарил Йосида за то, что он его не послушался. Он написал в своем твиттере: «Я склоняю голову в уважении к стилю его руководства и принятию решений, и мечтаю еще раз обсудить с ним произошедшую ядерную катастрофу». Выполнить это не удалось. В 2013 году Масао Йосида умер в токийской больнице от рака горла. Руководство ТЭПКО потратило немало усилий, чтобы убедить всех, что болезнь никак не связана с радиацией, что она началась еще до аварии. Ну, может, оно и так. Но при этом как-то упускается из виду то, что сверхчеловеческие усилия, которые требовались от директора, окончательно подорвали его организм. К вечеру 12 марта власти Японии оценивали аварию на Фукусиме как 4-й уровень опасности. Согласно документу, который они отправили в МАГАТЭ, на станции произошла ядерная авария с локальными последствиями, поскольку мощность дозы на территории станции превысила 0,5 миллизиверта в час. Почти сразу такая оценка вызвала критику. Например, французское агентство по ядерной безопасности 15 марта сообщило, что по их оценкам уровень угрозы должен быть поднят до 6-го. Японское агентство согласилось с этим с большим скрипом и только 18 марта подняло уровень с 4 до 5. Такое значение соответствует аварии на 3 Mile Island в США в 1979 году. И только через месяц, 12 апреля, японцы согласились, что надо бы еще повысить оценку аварии и перевести ее на 7-й максимальный уровень. Таким образом, аварию на Фукусиме официально поставили в один ряд с Чернобылем. Работы по локализации аварии затруднялись еще тем, что необходимо было бороться с разрушительными процессами одновременно на нескольких блоках Фукусимы. В смысле, если в Чернобыле рванул только один энергоблок, то на Фукусиме потенциально могли рвануть 3, а еще один серьезно пострадать. И несмотря на 5 дней тяжелейшей непрерывной работы в экстремальных условиях, первые 4 блока отстоять не удалось. 5 и 6 остались в сохранности. Удалось спасти и основную массу ядерного топлива в бассейнах выдержки. В 19:00 правительство объявляет на АЭС режим чрезвычайной ситуации. На место аварии доставляются аварийные генераторы. Но по какой-то невероятной ошибке у них слишком короткий кабель. Поэтому подключить с помощью них охлаждение не получается. Сильный нагрев и испарение охлаждающей жидкости продолжается. Из-за пара давление в активной зоне растет, а количество жидкой воды, наоборот, падает. Топливные стержни охлаждаются все меньше и меньше. Теперь они частично выступают из воды и начинают разрушаться. Это запускает старт расплавления активной зоны.
С 9 часов вечера компания TEPCO и японские власти продумывают сценарий для контролируемого сброса давления в реакторе и пытаются оценить объемы радиации, которая будет выпущена в атмосферу. Этой ночью ожидается достаточно сильный ветер, который будет дуть в сторону моря. А значит, по идее, радиоактивный воздух унесет подальше от берега. При этом в TEPCO не знают, что топливные стержни уже не полностью скрыты водой. Почему? Потому что контрольные приборы в реакторе не работают. Практически никакие, так что обстановку там пытаются оценить буквально на глазок. А по факту происходит что? Что и компания-оператор станции, и агентство по ядерной безопасности принимают решения, исходя из неверных данных, которые показывают неисправные приборы. Около часа ночи давление в гермооболочке реактора возрастает до 600 килопаскалей. Это при предельно допустимой норме в 400 килопаскалей. От такого давления гермооболочку может просто снести, как крышку с кастрюли. Но потом, без всяких внешних воздействий, давление начинает падать. Что? Загадки тут особо нет. Под воздействием высокой температуры уже сам пар начинает распадаться на отдельные атомы. Из воды образуется более легкий водород, который улетучивается из-под гермооболочки в здании реактора. Уровень радиации внутри повышается в 1000 раз. К этому моменту вода в корпусе реактора, вероятно, полностью испарилась. Топливные стержни тепловыделяющей сборки полностью оголены и начинают расплавляться при температуре 2800 градусов. В 6:50 агентство по ядерной безопасности, как я уже говорил, принимает решение выпустить пар из гермооболочки реактора в атмосферу. Через 10 минут премьер Японии просит жителей 10-километровой зоны вокруг АЭС покинуть свои дома. О том, что к этому моменту началось расплавление активных зон 3 реакторов, общественность и всему миру станет известно лишь в конце мая. Впрочем, тогда об этом не знают даже работники станции. Более того, манипуляции по сбросу давления не производят должного эффекта, потому что для успешного выполнения этой операции нужно открыть клапаны. А они электрические, а электричества нет. Вручную открывать слишком долго, потому что в здании реактора царит кромешная тьма. Пока японцы начинают все больше и больше внимательно следить за событиями на Фукусиме-1, приходит очередная новость. Режим чрезвычайной ситуации введен на другой атомной электростанции – Фукусима-2, в 12 километрах севернее первой АЭС. И там тоже вышла из строя система охлаждения. В аварийном состоянии находятся 3 реактора. И еще через полчаса правительство Японии объявляет эвакуацию людей, проживающих в радиусе 3 километров вокруг Фукусимы-2. Начинает казаться, будто надвигается полный апокалипсис. Премьер-министр Кан вылетает на вертолете в район катастрофы, чтобы лично получить представление, что происходит на станции. Как станет известно позднее, вылет премьера в район катастрофы стал причиной приостановки мероприятий по сбросу давления в первом энергоблоке. Скорее всего, никто не хотел подвергать Кана риску встретиться с радиоактивным облаком. Простые люди тем временем безостановочно гуглят, чтобы попытаться самостоятельно понять, что происходит и к чему готовиться. Появляются сообщения, что в районе АЭС обнаружили радиоактивный изотоп йода-131. Что это такое? Выброс йода-131 в больших количествах происходил во время аварии на Чернобыльской АЭС. Этот изотоп скапливается в щитовидной железе и довольно часто становится причиной раковых заболеваний. В целях профилактики необходимо принимать таблетки с обычным йодом. В этом случае те области в щитовидной железе, куда мог бы приземлиться йод-131, будут уже заняты йодом нормально. Вот зачем на ОБЖ в школе рассказывали, что в случае ядерной угрозы надо пить йод. Впрочем, таблетки не рекомендуется принимать слишком рано. У них хватает побочных эффектов. Но это мало кого останавливает. В японских аптеках эти препараты скупают меньше, чем за сутки. После чего аптекарям приходится предлагать покупателям разве что сушеные морские водоросли, потому что там тоже есть немного йода. Около 13 часов TEPCO сообщает, что из энергоблока номер 1 произошел выброс небольших количеств радиации. Топливные стержни в реакторе повреждены в результате понижения уровня воды. Агентство по ядерной и индустриальной безопасности Японии предупреждает о возможном начале расплавления активной зоны реактора. Уже публично. В 14:30 TEPCO сообщает об успешном сбросе давления.
Как приятно это слышать. Но уже 20 минут спустя в районе первого блока обнаруживается высокорадиоактивный цезий. Еще примерно через полчаса на границе с промзоной АЭС фиксируется радиационное излучение, равное 1 миллизиверту. При этом предельно допустимый уровень составляет 0,5 миллизиверта. Второй день катастрофы. Прошло уже 24 часа с момента, как громадная волна разрушила большие прибрежные зоны северо-востока Японии. 24 часа после того, как в районе Фукусима-1 начал разгораться кризис. В 15:36 кризис перерос в катастрофу. Уже третью после землетрясения и цунами. Катастрофу, которую предстоит преодолеть стране. Катастрофу, которая по своим последствиям, возможно, станет самой тяжелой в истории. Помните, я говорил, что утром сюда лично прилетал премьер-министр? Так вот, во время поездки он спросил главу агентства по ядерной безопасности, может ли в случае чего реактор бабахнуть. Тот ответил, что такой опасности нет, а через 7,5 часов в здании первого реактора произошел мощный взрыв. Что? Какой еще взрыв? Там же внутри только вода и топливо. Топливо не взрывается, оно расплавляется. Это, конечно, тоже плохо и ужасно для экологии, но не взрыв. Вода тоже, прямо скажем, не взрывоопасное вещество. Гермооболочка могла бы рвануть из-за высокого давления пара, но пар выпустили. В общем, казалось, ситуация нормализуется. Вода в реактор поступает. Вентиляцию удалось выполнить. Электроснабжение практически подключено. И тут взрыв. Верхние этажи здания разрушены в один миг. Сильно повреждена крыша корпуса для переработки отходов. По всей территории были разбросаны радиоактивные обломки. Образовались локальные зоны с высокими дозами радиации. 5 рабочих получили ранения. Резко вырос радиационный фон по всей станции. Куски щебня повредили проложенный от передвижного генератора кабель. Налаженная с таким трудом система временного электроснабжения перестала существовать. Были порваны шланги, подводящие морскую воду к первому блоку. Сотрудников снаружи станции временно эвакуировали. Повезло только в одном – ветер дул в сторону Токио. Давайте тут немного расскажу, как была устроена система безопасности энергоблока, чтобы не допустить выброса радиации. В документах ТЭПКО рассматриваются 5 барьеров. Первый – топливная таблетка диоксида урана. Таблетки прессуются при высокой температуре, так что их материал становится крепким, как керамика. Он препятствует выходу радиоактивных продуктов деления под оболочку тепловыделяющего элемента. Второй барьер, собственно, та самая герметичная оболочка тепловыделяющего элемента. Она выполнена из сплава циркония и не дает продуктам деления попасть в теплоноситель. Третий барьер – корпус реактора, изготовленный из стали. Четвертый барьер – контейнмент. Это внешняя защитная герметическая оболочка, выполненная из стали и бетона. Пятый барьер – само здание реактора. Так и что тут могло взорваться? Итак, сначала у нас идет потеря охлаждения активной зоны. После потери охлаждения вода в ней продолжает нагреваться за счет остаточного тепловыделения и идет парообразование. Тут все понятно. Постепенно уровень воды понижается, а давление в корпусе реактора повышается. Пар сбрасывается во внешнюю оболочку. Дальше идет осушение и разогрев активной зоны и плавление. Причем нагревание происходит все с большей и большей скоростью. С ростом температуры разрушаются тепловыделяющие элементы. Летучие продукты деления типа йода и цезия начинают выходить наружу через трещины в элементах. Когда температура поднимается выше 800 градусов, начинается плавление стержней, которые сдерживают цепную реакцию. После 1200 градусов смешиваются сплавы железа и циркония. Происходит парациркониевая реакция с образованием водорода и еще более резким ростом температуры. А водород – это у нас что? Один из самых горючих газов. Достаточно небольшой искры, чтобы все рвануло. Ну, оно и рвануло. Но причину взрыва удалось установить уже сильно потом. В моменте никто не понял, что и почему там вообще могло взорваться. Ведь все были уверены, что вода в реакторе есть. Камеры смогли заснять белое облако, поднимающееся над первым энергоблоком. Кадры тут же попали в новости. Агентство по ядерной безопасности спустя несколько минут выступило со срочным заявлением, где они официально, не подтвердили взрыв, а опровергнули. Типа, никакого взрыва не было, был только звук взрыва. Но, думаю, никакого злого умысла тут со стороны чиновников не было.
Они тогда и сами не понимали, что происходит, и не хотели давать поспешных оценок. Ясно было только одно – авария оказалась в разы серьезнее, чем они и думали. Через несколько часов специалисты все-таки поняли, что причина взрыва – водород. Остался вопрос, каким образом водород мог попасть на верхние этажи здания реактора, чтобы там взорваться. Было выдвинуто несколько предположений. При высокой температуре и давлении, возникших в контейнменте после аварии, уплотнения в проходах, где проложены кабели, могли потерять герметичность. Кроме того, при попытках вентиляции реактора поток газа с высокой температурой под большим давлением мог повредить выпускной люк и трубы. Существуют и другие гипотезы. Если предположить, что землетрясение повредило трубопроводы технологического конденсатора, расположенные на 4-м этаже, тогда водород из реактора вместе с паром мог выйти из них в помещение. В общем, как оказалось, существовало очень много путей, как все могло закончиться взрывом. Но для общества это было, конечно, эффект полной неожиданности. Стало казаться, что ни ТЭПКО, ни японское правительство не держат под своим контролем ровным счетом ничего. Чтобы понять это, вовсе не нужно было быть экспертом в области ядерной физики. Взрывающееся здание реактора служило лучшей иллюстрацией. Весь вечер мир следил за радиоактивным облаком над Японией и гадал, куда же оно повернет. Картины, словно из фильма ужасов. Прогноз погоды стал самой просматриваемой новостью. В ближайшее время ожидается западный ветер. А это значит, что облако несет в океан. Еще вчера японское правительство твердило, что проблема вот-вот будет взята под контроль. И вот, теперь взрыв в здании реактора. Кажется, что либо они круглые дебилы, либо специально врут гражданам в лицо. И это в Японии, в одной из самых технологичных стран мира. 15:29. На датчике, находившемся на северо-западной границе АЭС, по направлению ветра зарегистрирована мощная доза, равная 1000 микрозивертов. Это в 2 раза выше предельно допустимого значения. Эту информацию сразу передают в правительство. 18 часов. Министр экономики распорядился принять меры по обеспечению подачи морской воды для заполнения корпуса реактора. 18:25. Премьер-министр отдал распоряжение об эвакуации населения в пределах 20-километрового радиуса вокруг Фукусимы. То есть еще в 2 раза расширил опасную зону. 20:45. Морскую воду в реактор закачивают пожарные машины. В нее добавляют бор, чтобы затормозить разрушительные процессы в ядерном топливе. Кончался 2-й день после аварии. Значение мощности дозы у главного входа на АЭС после утреннего резкого возрастания до сотен микрозивертов к вечеру снизились и почти стабилизировались на уровне нескольких микрозивертов. Власти сообщают, что во время взрыва были ранены 4 человека. Еще один получил высокую дозу облучения. Подготавливается выдача йодосодержащих таблеток. Одновременно с этим японское агентство по ядерной и индустриальной безопасности уверяет, что серьезное повреждение оболочки реактора практически исключается. Чего стоит такая информация? Ведь если они считают, что вероятность повреждения оболочки реактора практически исключена, то это значит, что они не знают, что происходит там на самом деле. Или же они знают то, чего не знают простые люди, но просто не говорят нам об этом. Тогда дела действительно плохи. Как они могут говорить, что станция не получила серьезных повреждений, если все видели взрыв, разрушения и разбросанные осколки? Что ж тогда такое по-настоящему серьезное повреждение? Итак, японская общественность по-прежнему не знает, что в действительности происходит на японских АЭС, а весь остальной мир нервно смотрит на эти дальневосточные острова. МАГАТЭ на основании данных, поступающих из Японии, проводит собственную оценку обстановки. И в соответствии с международной шкалой ядерных событий присваивает происшествию на Фукусиме 4-й уровень. Это низший из 4 аварийных. То есть МАГАТЭ тут просто повторяет оценку самих японцев. Помимо пострадавших на самой станции, еще 3 жителей в радиусе 3 километров от Фукусимы получили высокие дозы облучения, но не смертельные. Когда завалы после взрыва кое-как удалось разгрести, специалисты ТЭПКО продолжили заливать первый энергоблок морской водой. Хорошая новость в том, что благодаря проведению такой операции, скорее всего, удастся избежать полного разрушения реактора. Плохая в том, что ТЭПКО прекращает мероприятия по спасению реактора. Соленая морская вода принесет реактору непоправимые повреждения. Со стороны все выглядит так,
как будто это последний акт отчаяния, который предпринимает ТЭПКО, чтобы предотвратить наихудший сценарий развития событий на электростанции. Но даже эту попытку хоть как-то изменить катастрофическое положение на АЭС приходится отложить из-за новых повторных подземных толчков. Ситуация на Фукусиме выходит из-под контроля все больше и больше. Со стороны это, конечно, может выглядело и так. Но если смотреть глазами специалистов, то им-то было известно, что воду из океана они начали закачивать намного раньше, чем об этом сказали в новостях. А вот новое землетрясение – это уже серьезно. Около 200 тысяч человек, проживающих вблизи Фукусимы-1 и Фукусимы-2, должны быть эвакуированы. По меньшей мере 19 человек, дома которых располагались на приграничной территории, оказались облучены. Вдобавок ко всем неприятностям на третьем реакторе также отказала система охлаждения. В ближайшее время планируется очередной выпуск радиоактивного пара. Повышение уровня радиации зафиксировано в префектуре Мияги, к северу от Фукусимы. Радиоактивность там почти в 400 раз выше нормы. Дела обстоят довольно скверно. Американский авианосец прибыл к берегам Японии. Япония просит США разрешить посадку на авианосец своих вертолетов службы спасения для заправки. К спасательным работам на разрушенном японском побережье подключаются еще и американские вертолеты. Сегодня министр промышленности обращается к предприятиям Японии с просьбой сократить потребление электроэнергии до минимально возможного. Компания ТЭПКО намерена разделить город на зоны и попеременно отключать каждую из них на 3 часа. Электричества в стране не хватает. После тяжелого землетрясения была приостановлена работа 11 из 50 действующих атомных реакторов. Атомные электростанции генерируют в Японии порядка 30% всей энергии. Таким образом, японская экономика во многом зависит от атомной отрасли. Сейчас, когда работа многих реакторов приостановлена, правительство обращается к России с просьбой о дополнительных поставках газа. Генеральный секретарь правительства Юкио Эдана имеет репутацию человека, в устах которого плохие новости обычно выглядят менее плохими. И он вдруг шокирует всех. В коротком заявлении для прессы он говорит о возможном начале расплавления активной зоны в третьем реакторе и о вероятности очередного взрыва водорода, а в конце добавляет, что это все равно не станет особой проблемой для третьего энергоблока. Это как вообще? Теперь даже расплавление активной зоны реактора и взрыв водорода на АЭС сводятся властями к небольшому и незначительному происшествию? Вскоре после Эдана перед прессой выступил премьер-министр. Как и Эдана, он старается держать баланс между плохими и хорошими новостями. Он говорит, что землетрясение и его последствия превратились для Японии в самый крупный кризис со времен Второй мировой войны. Но аварии на японских атомных электростанциях нельзя сравнивать с аварией на Чернобыльской АЭС. По сообщениям властей, на данный момент речь идет о более чем 10 тысячах погибших. И в ближайшее время, скорее всего, эти цифры будут увеличиваться. Вскоре приходит очередное известие от МАГАТЭ. Японские власти ввели режим чрезвычайной ситуации еще на одной атомной электростанции. На этот раз проблемы возникли на АЭС в Анагаве, которая расположена примерно в 120 километрах к северо-востоку от Фукусимы. По данным МАГАТЭ, в Анагаве зафиксировано значительное повышение уровня радиации. Источник радиационного заражения до сих пор не найден. 3 реактора якобы находятся под полным контролем, а поиск источника радиации продолжается. Примерно через час ТЭПКО сообщает, что проблем с системой охлаждения на АЭС в Анагаве нет. А причиной высокого уровня радиации там, вероятнее всего, стала пробоина в одном из реакторов АЭС в Фукусиме. Типа, спокойно, граждане, у нас по-прежнему не 2 аварии, а только 1. Хотя, а что это еще за пробойные реакторы на Фукусиме? Об этом ведь никто до этого не говорил. А если радиация достигла Анагавы, удаленной от Фукусимы на расстоянии 120 километров, то, вероятно, на Фукусиме должна быть по-настоящему крупная пробоина. Тем не менее, в массе своей простые японцы продолжают вести себя спокойно. В стране, где может произойти крупнейшая ядерная авария, не слышно каких-либо испуганных криков и нет никакой паники. Неужели дело тут просто в дисциплинированности японцев? На самом деле, не совсем. Просто там уже много десятилетий детям начинают рассказывать об атомной энергии чуть ли не с детского сада. Показывают документальные фильмы, обучающие ролики. Личное посещение атомной станции входит в программу любой японской школы. То есть
Прям дело поставлено серьезно. Один немецкий журналист, который в момент аварии оказался в Японии, бегал в панике, рвал на себе волосы и кричал: «Мы все умрем!» А на удивленные взгляды японцев отвечал, что они тут все промыты пропагандой и не понимают, что атомной энергии не должно существовать в принципе. Тут, конечно, хочется поразмышлять, кто на самом деле пропитан пропагандой. Учитывая, что в далекой Германии в десятках тысяч километров люди раскупили все доступные счетчики Гейгера. Кажется, что ни одна страна в мире не паниковала из-за Фукусимы так, как Германия. И как раз на волне японской аварии там закрыли последнюю действующую АЭС. Начиная с 13 марта внимание сотрудников Фукусимы переключилось на второй и третий энергоблоки, потому что после взрыва водорода на первом блоке ситуация в целом стабилизировалась. После замены поврежденных шлангов и запуска насосов пожарной машины спустя 4,5 часа была налажена постоянная подача морской воды в корпус реактора. И больше на этом реакторе ничего важного не произошло. Второй энергоблок. Что происходило там? Судя по внешним показателям, система охлаждения продолжала работать. Но специалисты все равно волновались и также планировали приступить к дополнительному охлаждению реактора морской водой. После взрыва первого блока сотрудники обнаружили, что во втором отсутствовала так называемая вышибная панель на восточной стене. Куда она делась? Непонятно. Ее либо могли снять раньше, чтобы дать возможность водороду выходить из здания реактора, либо ее оторвало соседним взрывом. Как бы там ни было, это в тот момент спасло второй блок от повторения судьбы первого. Через это отверстие водород спокойно выходил наружу, а не скапливался под крышей. Третий реактор. В отличие от других, на Фукусиме используется так называемое МОКС-топливо – смешанное оксидное топливо, которое на 8% состоит из плутония. В отличие от урана, даже самые крошечные частицы плутония могут стать смертельными для человека, как и другие тяжелые металлы. Плутоний является гипертоксичным веществом. Он оседает в легких и костях человека. Чтобы вызвать смерть человека, достаточно всего несколько десятков грамма плутония. Но намного более опасным является канцерогенное излучение плутония. Даже микрограмма, то есть буквально 1 миллионной доли грамма плутония, оказавшегося в системе кровообращения или в дыхательных путях человека, хватит для того, чтобы с большой вероятностью вызвать рак. В это же время на Фукусиме проводится операция по защите активной зоны третьего реактора от взрыва. Никто не хочет, чтобы Фукусима стала новым Чернобылем. Со вчерашнего утра, после того, как на третьем реакторе вышла из строя система охлаждения, давление в реакторе непрерывно растет. Теперь оно столь высоко, что впрыск воды становится невозможным. Работникам не остается ничего иного, кроме как открыть клапаны сброса давления вручную. Пар выходит через дымовую трубу. Топливные стержни в тепловыделяющей сборке выступают из воды почти на 3 метра. Они раскалены до предела. Из пожарных шлангов в реактор закачивается сначала пресная вода, а затем морская вода с примесью борной кислоты. Несмотря на это, контрольные приборы продолжают показывать падение уровня воды. Теперь правительство считает расплавление активной зоны возможным исходом аварии на третьем реакторе. Но поскольку единственной оставшейся возможностью охладить реактор и предотвратить взрыв является закачка в реактор холодной воды, операция продолжается. Ночью ее останавливают на 2 часа по техническим причинам. Давление в гермооболочке постоянно растет, топливные стержни выступают из воды все больше. В час ночи в Японии новая тревожная новость. Передают, что еще на одной АЭС вышла из строя система охлаждения. Это Такай-2, недалеко от Токио. Правда, особой паники снова не возникает, потому что сейчас все люди спят, а к утру эту информацию уже успевают опровергнуть. Все на этой станции нормально, работает без проблем. Около 8:30 утра. Пресс-секретарь компании ТЭПКО сообщает, что радиационный фон на территории Фукусимы составляет 751 микрозиверт в час, что по-прежнему выше нормы, но лишь ненамного превышает дозу облучения, которая мы получаем при флюорографии. В устах девушки-секретаря все это звучит довольно безобидно и безвредно. Но есть нюанс. При рентгенографии наш организм подвергается излучению лишь какую-то долю секунды, а не подряд в течение нескольких часов, дней, недель, месяцев
или даже лет. Правда заключается в том, что уже после 1,5 часов воздействия на нормального человека излучение величиной 751 микрозиверт в час организм получит максимально допустимую годовую дозу облучения. А тем временем Фукусима сотрясается от нового взрыва. На этот раз жахнул 3-й энергоблок. Никакие попытки его спасти не увенчались успехом. Как в случае с первым блоком, там тоже скопился водород под крышей и в какой-то момент рванул. Да еще как! Большой красный огненный шар вырывается из здания 3-го реактора, лопаясь с оглушительным ревом. Затем над реактором образуется большое темное грибовидное облако, которое быстро устремляется в небо. Ну чем не взрыв атомной бомбы? Радиоактивные обломки здания разлетаются по территории электростанции. Здание реактора превращается в руины. По сравнению со взрывом на первом энергоблоке, этот был гораздо мощнее. Поврежденными оказались не только крыша и стены, но и нижние этажи. ТЭПКО сообщает, что в результате взрыва пострадали, по меньшей мере, 6 человек. Но тем не менее, первое впечатление обманчиво. К атомному взрыву этот взрыв водорода не имеет никакого отношения. Какой бы пугающей ни была картинка, взрыв в здании не повредил гермооболочку реактора и его активную зону. Генеральный секретарь правительства Эдена говорит, что уровень радиации вокруг атомной электростанции практически не изменился. Но, конечно, эффект на общество этот красный гриб над станцией получился ого-го. То, что происходит в Фукусиме, не укладывается в головах. Горят и взрываются энергоблоки. Правительство, кажется, не знает, что делать. Как это вообще возможно? Ведь до этого казалось, что подобные аварии могут произойти где угодно. Но только не в Японии. Буквально в стране из будущего. В это невозможно поверить. Я говорю о том, как эта ситуация воспринималась в Японии в 2011 году. В газете New York Times появляется статья, где со ссылкой на американские правительственные круги сообщается, что американский авианосец оказался в зоне радиоактивного облака. Несколько солдат получили месячную дозу радиоактивного облучения. В 100 километрах от Фукусимы специалисты по атомной безопасности США обнаружили радиоактивные частицы цезий-137 и йод-121. Причем это в каком-то смысле даже устаревшие данные. Они поступили еще до взрыва на 3-м энергоблоке. То есть радиоактивных частиц может стать еще больше. Вообще, конечно, мозги разрываются от противоречивой информации со всех сторон. Непонятно, чему верить и к чему готовиться. К вечеру из Фукусимы пошли новые подозрительные сообщения. Вышла из строя система охлаждения во 2-м реакторе. Уровень охлаждающей воды в реакторе 2 падает. Это уже 3-й по счету реактор, система охлаждения которого дала сбой. А какие последствия влечет за собой выход из строя охлаждения, все мы прекрасно знаем. Падение уровня охлаждающей жидкости, плавление активной зоны, выделение большого количества водорода. И бум. А теперь, как все это выглядело глазами работников станции? К утру 14 марта улучшилась и радиационная обстановка на площадке станции. Казалось, наступило более спокойное время. Была решена проблема с водой. Стабилизировалось охлаждение реактора. Осуществлялись операции по сбросу в нем давления. Периодически удавалось проводить вентиляцию. Однако в 11 утра на 3-м блоке произошел взрыв. Он разрушил перекрытие рабочего этажа и перекрытие 2 этажей, расположенных выше, а также часть наружных стен. Произошел выброс радиоактивных материалов в атмосферу, что достаточно быстро привело к повышению мощности излучения вокруг Фукусимы. При взрыве были ранены 11 человек. Все или сотрудники АЭС, или военные. Выброшенные взрывом обломки повредили портативные генераторы, кабели электроснабжения и пожарные машины. Часть обломков упала в колодец обратной промывки 3-го блока. Подача морской воды оказалась прервана. Короче, мало того, что это была еще одна большая авария, так кроме того, она затруднила другие спасательные работы. директор Фукусимы распорядился на всякий случай всех сотрудников станции эвакуировать в защищенное помещение, кроме нескольких операторов. Что же явилось причиной взрыва? Согласно заключению правительственной комиссии, взрыв на 3-м блоке, скорее всего, был вызван водородом. Ну а чем же еще? Он тоже образовался в результате парациркониевой реакции при разрушении активной зоны. Чтобы вы понимали, общее количество выделяющегося водорода при обезвоживании реактора составило примерно 600 килограмм. И это при том, что для взрыва в тех условиях
было достаточно количества в 2 раза меньше. То есть, типа повезло, что еще раньше не грохнуло. К вечеру от взрыва все более-менее отошли. В 16:30 ТЭПКО начала операцию по закачке морской воды во второй реактор. 17:18. Вода закачивается в реактор. Но никто не может понять, достигает ли она своей цели, происходит ли охлаждение. Через 10 минут специалисты приходят к выводу, что все-таки происходит. 17:48. Агентство по ядерной безопасности исключает в Японии катастрофу, подобную аварии в Чернобыле. 18:41. Топливные стержни во втором реакторе частично оголены. То есть, несмотря на закачку воды, количество этой самой воды в активной зоне уменьшается. 18:45. Американский авианосец на всякий случай отплывает от берегов Японии. Он уже 1 раз облучился и 2-й раз рисковать не хочет. Корабль временно прекращает оказывать помощь по борьбе с аварией. День начинается с новой катастрофы. Причем даже с двойной. 6 утра. Здание второго блока вздрогнуло, и раздался громкий звук, который был сначала расценен как взрыв гремучего газа. Но крышу не снесло. Нового страшного на вид ядерного гриба над Фукусимой не возникло. А вот сразу за ним, в здании 4-го блока, взрыв таки происходит. И опять же, сначала никто не понимает, что это за херня. Но окей, взорвался 1-й энергоблок. Никто не знал, почему. Но потом разобрались, что дело в водороде из-за перегрева активной зоны. Ну, 3-й блок взорвался по такой же схеме. Но 4-й-то почему? Там реактор мало того, что не работал, так еще и стоял без топлива. Там просто нечему и не из-за чего было взрываться. 9:00. На короткое время у главного входа АЭС было зарегистрировано почти 12 тысяч микрозивертов в час. Самое высокое значение на станции с момента землетрясения. Это более чем 20-кратное превышение максимально допустимого значения. Информацию об этом сразу передали в правительство. Так что вообще случилось во 2-м реакторе? Что это за мощный звук был внутри здания? Итак, отмотаем чуть назад. В результате мощного взрыва в 3-м энергоблоке серьезные повреждения получает и 2-й блок. Кое-как работающая система охлаждения там окончательно выходит из строя. Стремительно растет давление. Спасательные бригады тут же начинают закачивать туда морскую воду. Но эффекта никакого. Странно, но оказывается дело в элементарной ошибке. Но ко всем техническим сбоям добавляется и сбой человеческий. Работники, участвующие в операции, плохо следят за насосом и не замечают, что он начинает работать вхолостую. Моторы ревут, все бегают, а вода тупо не забирается из бассейна с водой, потому что шланг не дотягивается. Тем временем вода в активной зоне реактора испаряется полностью, и топливные стержни оголяются целиком. Когда работники замечают ошибку, давление внутри реактора становится уже столь высоким, что закачка воды в реактор оказывается невозможной. Давление в активной зоне выталкивает воду обратно в шланги. Что делать? Прежде чем возобновить операцию, необходимо открыть предохранительный клапан. Но сделать это не получается. Для этого нужно нажать кнопку на пульте, а пульт отключен от питания. И поначалу этого тоже никто не заметил. В смысле, кнопку нажали, но что это не подействовало, не поняли. Пройдет более 2 часов, прежде чем клапан получится открыть. Раскаленный пар устремляется из реактора в гермооболочку. Но все действия по спасению реактора оказываются напрасными, потому что выполнены слишком поздно. Там уже вовсю началось расплавление активной зоны реактора. Давление в гермооболочке реактора повышается все больше и больше. Вскоре после полуночи поступает распоряжение выпустить пар из защитной оболочки наружу, чтобы предотвратить взрыв в активной зоне реактора. А иначе может отлететь и гермооболочка, и крыша. И тогда реактор окажется прямо под открытым небом. И никто не хочет повторения чернобыльских событий. Чтобы избежать взрыва, человеку приходится собственноручно разрушить последний барьер между радиацией и окружающей средой. Радиоактивный пар снова попадает в атмосферу. Впрочем, никакой другой альтернативы на этот момент просто нет. Приходится выбирать между более и менее плохими решениями. Но кажется, что это не помогает. Пар выходит. Но датчики не фиксируют падение давления. Кстати, а за чей счет банкет? Типа, на ком сейчас лежит ответственность за происходящее? Формально вся вина полностью лежит на компании-оператора ТЭПКО. Но на ней же еще и обязанность эту аварию устранить.
Ни премьер и ни правительство отвечают за контроль над выполнением операций по ликвидации последствий аварий. Только ТЭПКО, которая по сути частная компания. Все решения, которые принимает премьер-министр, базируются на отчетах, которые поступают к нему от ТЭПКО, а не собственных государственных экспертов. И, видимо, на 4-й день аварии его это просто достало. Потому что вот ему приходит отчет, мол, так-то и так-то. У нас проблемы. Заливаем воду, все будет окей. Никаких взрывов и никакой радиации. Премьер выходит к народу, повторяет этот отчет, а потом фигак, и оказывается, что вот те взрыв и вот те радиация. Премьер, похоже, устал позориться перед камерами. Вечером 15 мая он покидает свой рабочий кабинет и направляется прямиком в штаб-квартиру ТЭПКО. И там устраивает такое, чего никогда не позволяют себе японские политики. Он яростно орет на озадаченных топ-менеджеров компаний. Типа, какого черта тут происходит? Почему о ситуации на АЭС я больше узнаю из новостей, чем из ваших отчетов? 7 утра. После взрыва 3-го реактора и непонятного хлопка на 2-м, директор Фукусимы приказал персоналу станции временно эвакуироваться в безопасные места, пока радиационная обстановка не нормализуется. На месте остаются только дежурные операторы, которые должны периодически выходить и снимать показания с приборов. Правительству об этом тоже доложили. И такое распоряжение стало причиной, наверное, самой большой паники за все время аварий. У многих сотрудников не выдержали нервы, и почти все просто сбежали. На директора Масао Йосиду потом посыпался град обвинений. Из-за его решений из 720 сотрудников станции бороться с аварией осталось только 50. Это явно недостаточно. Так как же так вообще могло получиться? Я же говорил, что директор станции там был чуть ли не самый мужественный и грамотный мужик. Как он умудрился вывести со станции 90% персонала? Итак, около 6 утра к директору поступила информация, что в районе 2-го блока был слышен звук, напоминающий взрыв. Одновременно в реакторе упало давление. Казалось, все указывало на разрушение одного из барьеров безопасности блока и растущая вероятность сильнейшей радиационной аварии на станции. Йосида один не поддался распространившейся панике. Он проанализировал величину и динамику возрастания мощности дозы в различных местах на территории Фукусимы и пришел к выводу, что значительных разрушений 2-го блока пока нет. Обстановка в ближайшем будущем нормализуется. То есть, что бы там ни взорвалось, речь о серьезном выбросе радиации явно не идет. И просто призвал сотрудников к осторожности. Мол, на ближайшие часы отправьтесь в ближайшую безопасную зону. А сотрудники станции расценили это как намек, что со станции пора убираться. И все, кто мог, уехали на соседнюю станцию – Фукусима-2, в 12 километрах. В газетах об этом сообщили по-другому. Типа, представители ТЭПКО попросили премьер-министра разрешить им снять своих сотрудников с места ликвидации аварии на Фукусиме, так как там стало слишком опасно. И пусть уж просто все горит. Согласитесь, звучит как капитуляция и призыв «спасайся, кто может». Но якобы мужественный премьер Кан в резкой форме отклонил унизительную просьбу топ-менеджеров ТЭПКО. Дескать, отзыв ликвидировать аварии невозможен, поскольку речь сейчас идет не о судьбе ТЭПКО, а о судьбе Японии. На что один из менеджеров ответил, что таким образом сотрудники компании превращаются в смертников. Они все получают сейчас высокие дозы радиации и потом умрут. Об этой драме общественность узнает только на следующий день. Но вообще новость чистая желтуха. Почти ничего, что там было написано, не происходило в реальности. Кроме того, что сотрудники действительно уехали из Фукусимы, включая руководителей отдельных подразделений, которые по регламенту вообще не имели права это делать. Ну а когда об этом узнали СМИ, то новость стала обрастать самыми невероятными подробностями, вплоть до того, что оставшихся сотрудников объявили 50 самураями, которые одни сейчас сражаются за будущее Японии, и которых бросило умирать то ли правительство, то ли злые капиталисты из ТЭПКО. В очередном обращении премьер-министр объявляет, что под его руководством сформирован штаб по чрезвычайным ситуациям. Положение на Фукусиме дает поводы для беспокойства, но он примет все меры для того, чтобы не допустить увеличения ущерба. В какой-то момент кажется, что премьер прямо сейчас расплачется от бессилия. В завершении краткого обращения он призывает всех соотечественников сохранять спокойствие, быть сильными и держаться друг за друга, чтобы вместе построить новую страну. На этом все. Ничего конкретного. Что это было? Премьер плачет, говорит, я совсем справлюсь. Но вы готовьтесь. К чему?
С чем он справится? Что не так? Вывод один. Самое худшее ждет впереди. И может даже в ближайшем будущем. Через несколько часов начинает более-менее проясняться. Опять же, просто в новостях начинают появляться непроверенные сюжеты со ссылкой на непроверенные источники. Кажется, повреждена гермооболочка реактора. Зараженная радиацией вода попадает из реактора прямиком в море. Ветер переменился и теперь дует на юг. То есть вся эта радиация достигнет Токио через 10-15 часов. По телевизору показывают пресс-конференцию менеджеров ТЭПКО. Они говорят о крупном взрыве на втором реакторе. Правительство сообщает, на этот раз официально повреждена гермооболочка реактора. Опять же, звучит странно для непосвященных. И на самом деле действительно приятного тут мало. Но в новостях распространяется совсем уж трэш. Многого из этого в реальности никогда не происходило. Например, радиоактивная вода не текла через щели реакторов в море. Вообще на Фукусиме больше заботили не эти сплетни, а реальная опасность. Если расплавленная масса из реактора прожжет гермооболочку и бетонную обшивку, то попадет прямо в почву. Она будет прожигать землю, пока наконец не наткнется на грунтовые воды. Учитывая огромную температуру расплавленной массы в 2800 градусов по Цельсию, вода под землей начнет превращаться в пар, который будет пытаться расширить для себя пространство. Давление ищет дорогу наружу, вверх и разрывает все, что стоит на его пути к свободе. Взлететь на воздух может даже целая атомная электростанция со всеми ее реакторами. И тут уже пофиг. Охлаждай, не охлаждай. Эффект окажется точно мощнее, чем от Хиросимы и Нагасаки. После того, как власти почти 3 часа подряд наводили ужас на Японию и весь остальной мир своими слезами и обещаниями полной жопы, все внезапно прекратилось. СМИ, как ни в чем не бывало, сообщили, что гермооболочка реактора в порядке. Конец света отменяется. Расходитесь, граждане. Не на что тут смотреть. Но все-таки СМИ, видимо, так понравилось пугать зрителей, что они не собираются останавливаться и выпускают очередной сюжет, что, внимание, поврежден корпус реактора. Об этом компания ТЭПКО якобы только что известила правительство. Причем настоящая паника от всего этого начинается не в Японии, а в Германии. Там эко-активисты требуют вот прямо сейчас немедленно закрывать последнюю АЭС. Потому что вы чё? Видите, что в Японии творится? Вы хотите, чтобы у нас так же было? А что в реальности? Взрыва на втором блоке станции не произошло. Хотя водород там тоже образовывался. Но он спокойно уходил в атмосферу. Хотя по дальнейшим оценкам кажется, что именно этот второй энергоблок, несмотря на то, что взрыва там не случилось, стал самым большим источником радиации. Середина дня. Перед прессой снова выступал премьер-министр Японии. Он сообщил, что в 4-м реакторе возник пожар, и что там было зафиксировано значительное повышение радиационного фона. Затем он призвал людей покинуть район радиусом в 20 километров от станции. Появляется еще одна проблема. Тепловыделяющие сборки после последнего техосмотра из активной зоны 4-го реактора были перенесены в бассейн выдержки отработанного топлива, в котором и должны были охлаждаться. Но после землетрясения вышла из строя система охлаждения и у этого резервуара. Вода в бассейне начала закипать и испаряться. Тепловыделяющие сборки нагреваются все больше и больше, в результате чего здесь также начинает скапливаться водород. Но проблема заключается в том, что топливные стержни, находящиеся в бассейне, оголены и не защищены гермооболочкой. Что конкретно произошло в 4-м энергоблоке, еще до конца не ясно. Но очевидно, что произошел взрыв водорода, который серьезно повредил здание реактора. Вслед за этим в здании произошло возгорание. Японское правительство просит собственные спасательные бригады и вспомогательные группы США потушить возникший пожар. Но он гаснет сам собой. После сообщений об утренних взрывах на АЭС и постоянно возрастающем уровне радиации, после призывов премьер-министра к эвакуации, на японской бирже начинаются панические продажи. Еще до наступления вечера фондовый индекс теряет почти 14%. Центральный банк Японии выделяет почти 70 миллиардов евро, которые идут на то, чтобы предотвратить крах страны. 7-й флот США сообщает, что у 17 солдат, находившихся на территории, пострадавшей от цунами и участвовавших в спасательных операциях, зафиксирована повышенная доза радиоактивного облучения. Причиной этого явилось радиоактивное облако, поднявшееся над Фукусимой. Справиться с радиацией солдатам помогло большое количество воды и мыла.
так что угрозы для здоровья нет. МАГАТЭ со ссылкой на японское правительство сообщает, что излучение на территории вокруг АЭС составляет в настоящее время около 400 миллизивертов в час. Однако никакой информации, насколько опасна эта доза, не приводится. Одновременно с этим правительство Японии предостерегает жителей Токио от массовой скупки продуктов. Такое поведение жителей столицы может нарушить обеспечение всем необходимым тех людей, которые проживали в наиболее пострадавших регионах от цунами и землетрясения. Хотя предупреждения особо не требуются. Японцы и так не спешат устраивать набеги на магазины. Кстати, а зиверт это сколько? Это что такое? Вообще, зивертом называют единицу измерения эффективной и эквивалентной доз лучевой нагрузки биологических организмов. Эта единица измерения используется также для обозначения риска от ионизирующего излучения. Здесь под риском понимается вероятность, с которой кто-то, кто подвергается определенной дополнительной лучевой нагрузке, заболевает и затем умирает. Естественная лучевая нагрузка в Европе составляет около 2 миллизивертов в год, то есть 0,02 зиверта. Экипаж самолета при выполнении регулярных международных полетов получает дополнительные 9 миллизивертов в год. Максимальная разрешенная, например, в Германии годовая доза облучения человека, связанного по роду своей профессиональной деятельности с радиацией, составляет 20 миллизивертов. Общая доза облучения за весь период профессиональной деятельности таких рабочих не должна превышать 400 миллизивертов. И это при том, что порог опасности для здоровья начинается со 100 миллизивертов. Уже тут повышается риск заболеть раком. Отдельная доза в 1000 миллизивертов, полученная за короткое время, приводит к так называемой лучевой болезни. Симптомы этой болезни – тошнота и рвота. В тяжелых случаях – выпадение волос. Разовая доза в 5 зивертов в половине случаев приводит к смерти в течение 1 месяца. Так вот, на пресс-конференциях менеджеры ТЭПКО периодически говорят о лучевой нагрузке вокруг реакторов Фукусимы в 400 миллизивертов. А это, между прочим, предельная нагрузка за целый год. И не просто для обычных людей, а для тех, кто работает с радиацией. То есть сейчас на Фукусиме такую годовую дозу можно схватить за 1 час. Японское правительство и МАГАТЭ друг с другом говорят, что уровень радиации в Токио в 22 раза выше нормы. Но опасности для здоровья по-прежнему нет. Синоптики прогнозируют снег и дожди. Температура воздуха должна опуститься ниже нуля. Свежий северный ветер дует по направлению к Токио. Но, судя по всему, основные радиоактивные частицы додуть не успеют. Скорее ветер переменится, и вся эта грязь улетит в море. Пока особенно драматической кажется ситуация на 4-м блоке. Топливные стержни в бассейне выдержки больше нечем охлаждать. Поскольку часть крыши обрушилась, сейчас принимается решение об использовании на месте аварии вертолетов, которые должны сбрасывать воду в реактор с воздуха. На ликвидацию аварии компания ТЭПКО оставила всего 50 человек, те самые 50 самураев. Это последняя команда, которая может спасти Японию от гибели. Так, давайте сразу про 50 самураев. Это не более чем пропагандистский миф. После того, как работники станции сбежали, Йосида приказал им вернуться. Первыми вернулись начальники групп. За несколько часов вернулись и другие, хоть и не все. То есть ликвидацией аварии 50 самураев занимались буквально несколько часов. Это, конечно, тоже много, особенно в таких тяжелых условиях, когда на счету каждая минута. Но все-таки согласитесь, это не то же самое, что история про 50 героических смертников, которых начальство оставило на верную гибель. Но они в поте лица превозмогают все трудности. Итак, все еще оставалось непонятным, почему взорвался 4-й энергоблок. После того, как потух пожар, Йосида направил группу, чтобы они посмотрели, что там вообще произошло и насколько поврежден реактор. Но с первого раза туда зайти не получилось. Уже при подходе к 4-му блоку величина излучения составила около 300 микрозивертов, а потом достигла 1000. На этом шкала дозиметра закончилась, поэтому группу решили вернуть обратно. Агентство по ядерной безопасности Франции классифицирует аварию на Фукусиме как ядерное событие 6-го уровня. Выше только Чернобыльская катастрофа. Правительства разных стран призывают своих граждан эвакуироваться из северных районов Японии и даже предоставляют для этого автобусы и самолеты. Некоторые переносят свои посольства на юг страны, в Осаку,
А Япония ведет себя так, как будто речь до сих пор идет об аварии 4-го уровня. К 15 марта судьба первых 3 блоков Фукусимы во многом определилась. Стало ясно, что их активные зоны разрушены. Первые признаки радиоактивного выброса в окружающую среду были отмечены примерно через 12 часов после прихода цунами. Без повреждения активной зоны в тот момент это было бы невозможно. А крупный выброс произошел, когда еще через 11 часов решили провентилировать защитную оболочку первого блока. До 15 марта специалисты, которые боролись с аварией, занимались в основном первыми 3 реакторами. Про 4-й блок в сводках службы ядерной безопасности очень кратко сообщалось, что его состояние относительно стабильно. 14 марта измерения температуры воды в бассейне выдержки отработавшего топлива показали, что она значительно нагрелась. До 84 градусов. Но никто ничего не сделал, потому что куда серьезнее дела обстояли на других энергоблоках. Напоминаю, что в 4-м блоке реактор был полностью остановлен. Топлива там не было. Оно спокойно себе лежало в бассейне выдержки. Ему, по идее, ничего не угрожало. Казалось бы, чего по этому поводу вообще волноваться? Так думали все до 6 утра 15 марта, когда там сначала прогремел взрыв, а потом вспыхнули 2 пожара. Почему? По всем признакам было похоже на то, что там тоже взорвался водород. Но откуда он вообще мог взяться, если там не шло никакой химической реакции при сверхвысоких температурах? Думали, что, может, топливо в бассейне все-таки каким-то образом запустило выработку водорода. Потом появилось наиболее простое объяснение. За прошедшее время остаточное тепловыделение топлива привело к закипанию и быстрому испарению воды из бассейна выдержки. А там оголились тепловые элементы и пошла та самая парациркониевая реакция. Правда, затем провели расчеты, которые показали, что это вряд ли реалистичный сценарий. Даже без внешнего охлаждения для такого взрыва потребовался бы целый месяц, потому что воде пришлось бы слишком долго испаряться. Тогда откуда взрыв? Ну, может, каким-то образом после землетрясения в бассейне образовалась щель, и вся вода оттуда вытекла? Хотя при внешнем осмотре никаких дырок и трещин там не заметили. В общем, потом все оказалось намного проще. Водород в 4-й энергоблок просочился по трубам из соседнего блока. Вот и все. Взрыв в 4-м блоке заставил оперативный штаб в Токио еще раз осознать, что авария реально серьезная. И что какая-то опасная хрень может внезапно вылезти в самом неожиданном месте. С 15 марта к работам были привлечены сотни военнослужащих, технические службы полиции, специальные подразделения пожарных из Токио. Помощь начала оказывать и армия США. Были использованы самые разные технические средства, от вертолетов до бетононасосов. Американские моряки запустили над территорией Фукусимы беспилотник, которому удалось сделать несколько снимков. Судя по этим фотографиям, территория АЭС в данный момент представляет собой нечто похожее на свалку металлолома. Уровень радиации продолжает расти. Сегодня утром были зафиксированы 1000 миллизивертов в час. Эти цифры мало что говорят не специалисту, но, видимо, радиация настолько высока, что правительство вынуждено объявить о временном прекращении охлаждения раскаленных реакторов морской водой и эвакуации всех спасательных сил из района аварий по соображениям безопасности. А если реакторы не будут охлаждаться, возрастает вероятность разрыва гермооболочки во 2-м и в 3-м блоках, что в свою очередь может привести к увеличению радиационного излучения и, возможно, к выбросу плутония в больших количествах. 20 километров от Фукусимы – граница опасной зоны. Прям тут лежит город Минамисома. Он разделен линией эвакуации ровно пополам. Мэр Кацунобу Сакураи буквально умоляет помочь жителям. Минамисома сначала пострадал от землетрясения, потом от цунами. А теперь перед городом встает новая опасность – радиационное заражение. Мы не можем продержаться долго. У нас больше нет продуктов питания, воды и горючего для обогрева. Грузовики с припасами и гуманитарной помощью остановились у границы охраняемой зоны. Потому что многие водители отказались ехать дальше. Слишком опасно и страшно. Поэтому жители Минамисомы вынуждены сами подъезжать к границе зоны эвакуации и забирать продукты. Хуже того, что это прямое нарушение призыва премьер-министра, который настоятельно просил жителей города не выходить на улицу.
Безвыходная ситуация какая-то получается. Выйдешь из дома — облучишься. Останешься — умрешь от голода. И это не говоря уже о том, что эти люди полностью запутались в потоках противоречивой информации и ни черта не знают, что происходит на самом деле. Потому что ТЭПКО круглосуточно выдают в эфир инструкции, как себя вести, но почти не говорят о том, почему это нужно делать. Tokyo Electric Power Company, или сокращенно ТЭПКО. Мы тут про нее очень много говорим. Но что это вообще за организация? На пресс-конференциях представители ТЭПКО постоянно прячутся за горами цифр, которые понятны только экспертам. Для общественности эти цифры не имеют никакого значения, а их смысл никто и не собирается объяснить. Может даже сложиться впечатление, что за этой бесконечной путаницей из цифр менеджеры ТЭПКО пытаются что-то скрыть. Итак, что это за корпорация? Насколько там все хорошо? Если даже премьер-министру приходится узнавать о взрывах реакторов из новостей, а не от представителей ТЭПКО, не пытаются ли они действовать по принципу «после нас хоть потоп»? ТЭПКО является одним из крупнейших энергетических концернов мира. Он обеспечивает энергией около 45 миллионов человек, проживающих в Токио и его пригородах, и зарабатывает при этом порядка 35 миллиардов евро в год. До Второй мировой ТЭПКО была государственной региональной энергетической компанией. Тогда японское правительство национализировало все подобные фирмы и превратило их в региональных монополистов. ТЭПКО стала как раз одной из таких. После войны ТЭПКО стала частной корпорацией, но свой статус монополиста сохранила. Она стала основой того, что в Японии принято называть атомной деревней. Это такой вид неформального объединения представителей экономической, политической и научной элиты. А еще чиновников, ответственных за надзор над ядерной энергией. По сути, они должны контролировать друг друга, но по факту только поддерживают и прикрывают. Потому что, все ж свои. Появилась атомная деревня еще в 60-е. Курс на ядерную энергетику – это сознательный выбор японских властей, который был сделан еще в середине 20 века. Потому что ископаемого топлива у Японии по сути нет. Надо было закупать уголь, нефть и газ. А это означало постоянную зависимость от мировых цен и политики. А атомные станции позволили Японии намного меньше переживать за собственную энергетику. Это, кстати, интересный момент. Страна, которая единственная из всех переживала чудовищную атомную бомбардировку, не получила генетический страх перед ядерной энергией, а наоборот, активно включилась в строительство атомных реакторов. Первый реактор был построен в начале 60-х годов в Токае, к северу от Токио, по проекту британских инженеров. Но почти все основные атомные станции появились уже в 70-х и 80-х. Японцы разработали собственные модели реакторов и стали продавать их за рубеж. Особенно на этом поле отличились компании, которые у нас никак не ассоциируются с атомной энергией. Это Hitachi, Toshiba и Mitsubishi. Станция Фукусима-1 была одной из старейших действующих АЭС. Реактор в первом энергоблоке был даже не японским. Это американская установка производства General Electric. Короче, страна, которой пришлось пережить 2 атомные бомбардировки и которая в геологическом плане, казалось бы, совершенно не подходила для строительства атомных электростанций, активно пыталась перейти на атомную энергию. Про геологию это, кстати, не пустой звук. Японские острова расположены на стыке 2 литосферных плит, поэтому весь регион считается одним из самых сейсмоопасных в мире. Впрочем, японцы к этому приспособились и даже научились строить небоскребы с защитой от землетрясений. То есть, по идее, со строгостью техники безопасности у японцев было все на высшем уровне. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, сама природа периодически напоминала своими подземными толчками, что с ней шутки плохи. Но все равно это не значит, что японские компании действуют как роботы, строго в соответствии с нормами, законами и нигде не мухлюют. В 1989 году инспектор Кей Сугаока провел обычную проверку Фукусимы-1. Во время обхода он обнаружил большие трещины в осушителе пара. Более того, сама установка была смонтирована неправильно. Сугаока спокойно проинформировал начальство о проблемах и пошел заниматься своими делами. Но дальше случилось то, чего он не ожидал. Никто не сказал ему спасибо и не кинулся исправлять ошибки и заделывать трещины. Более того, от своего прямого начальника он получил указание вырезать из материалов проверки Фукусимы эпизод, на котором видны трещины. К его команде пришли 2 сотрудников ТЭПКО и лично проконтролировали, чтобы материалы были удалены. Только через 9 лет
Когда Сугаока уволился из компании, он направил письмо в агентство по ядерной безопасности, где подробно описал этот случай. Началось расследование, во время которого выяснилось, что ТЭПКО в течение 16 лет фальсифицировала отчеты о проведении технического обслуживания и ремонта на своих атомных электростанциях. В конце концов, правление корпорации признало этот факт, извинились и в полном составе ушло в отставку в 2002 году. Но у начальства, которое пришло ему на смену, мышление было точно таким же. Пока никто не видит, можно делать что угодно, чтобы создавать ощущение благополучия и контроля. Ну а если кто-то узнает про проблему, то да, это плохо, печально. Прощения просим и уходим. Но кажется, это не потому, что топ-менеджеры искренне сожалели о том, что не исправили ошибки в конструкции станции, а потому что им не удалось скрыть эти ошибки от общества. Сейчас, во время аварий, когда один за другим взрываются энергоблоки, выясняется, что ТЭПКО утаила от всех очень важную информацию. С момента смены членов правления концерна в 2002 году только на одной Фукусиме-1 произошло 6 аварийных отключений, о которых менеджеры просто не сообщали властям. Кроме того, не было сказано ни единого слова о возникновении в третьем энергоблоке критической реакции, которая продолжалась более 7 часов. Рядовые сотрудники ТЭПКО неоднократно обращались в агентство по ядерной безопасности с жалобами на серьезные дефекты в агрегатах станции. Но агентство не предпринимало никаких действий. Хотя, подождите, как это не предпринимало? Что-то оно все-таки делало? Например, сообщило ТЭПКО имена и фамилии жалобщиков, чтобы там их могли наказать и уволить. Получалась ситуация, похожая на круговую поруку. Менеджеры ТЭПКО могли быть уверены, что любой их косяк прикроют друзья по атомной деревне. И только сейчас, когда случилась по-настоящему серьезная авария, оказалось, что такой подход больше не работает. Если сообщать властям и обществу о взрывах, то это не значит, что власти и общество про взрывы не узнают, потому что это тебе не трещина в стене установки для пара, про существование которой большинство людей даже не в курсе. Это гигантский столб огня и пыли, подозрительно похожий на ядерный гриб, который транслируют по всем каналам чуть ли не в прямом эфире. Эксперты японского гражданского ядерного информационного центра в течение многих лет предупреждали власти, что японские атомные электростанции недостаточно подготовлены к мощному и разрушительному землетрясению, тому самому Биг Бену. Писали они и о том, что опасность цунами тоже сильно недооценивается, что защитные дамбы слишком маленькие, чтобы суметь сдержать гигантские волны, которые могут обрушиться на берега Японии. Но компании-операторы не слышали или не хотели слышать таких предупреждений, а государственные надзорные органы просто по старой дружбе верили отчетам от менеджеров ТЭПКО, а не от независимых экспертов. По расчетам ТЭПКО, высота цунами, которая возникает даже от самого сильного землетрясения, не должна превышать 5 метров 70 сантиметров, а значит, 6-метровой дамбы, которая уже стоит на набережной, должно хватать на 100%. По сути, они просто подогнали расчеты под готовый отчет, чтобы лишний раз не напрягаться и не тратить время и деньги на строительство новой дамбы. Но неужели в ТЭПКО не осознавали разрушительность такого подхода? Ну, нет. Там реально никто не верил, что станции действительно может что-то угрожать по-настоящему. Тем более морская волна в 13 метров. Ибо это что-то из сказок и фильмов ужасов, а не реальность. И это не я сейчас придумал. Вот цитата из инструкции на случай непредвиденных обстоятельств. Вероятность возникновения серьезной чрезвычайной ситуации настолько мизерна, что с инженерной точки зрения она практически исключается. Типа, вероятность крайне мала, а значит, и нечего об этом думать. Из-за этого на Фукусиме было всего лишь 50 комбинезонов для защиты сотрудников от радиации. При том, что работало там больше 2000 человек. Короче, вот в таких вот надежных руках оказалось дело спасения всей Японии. Основная масса сотрудников АЭС – это неквалифицированные рабочие по принципу «подай-принеси». Они без понятия, как работают реакторы. В ходе расследования катастрофы эксперты выражали сомнения даже в компетенции высшего руководства ТЭПКО. Мол, эти люди не про науку, а про бизнес. Многие из них даже плохо себе представляют, как проходит цепная реакция. В таком случае неудивительно, что они наплевательски относились к безопасности. И кажется, первыми о низкой компетенции менеджеров ТЭПКО начали догадываться американцы.
Командующий Тихоокеанским флотом США от имени президента потребовал от ТЭПКО конкретной информации о том, что происходит на Фукусиме. Но в ответ получили невнятное бормотание с кучей ничего не значащих цифр. Тогда стало ясно, что странные пресс-конференции – это не просто попытка успокоить общество, это признание, что ТЭПКО не понимает, как взять ситуацию под контроль. В одном журналистском расследовании утверждалось даже, что американцы попросили японского премьер-министра не поручать никаких операций по спасению реакторов компании ТЭПКО и предложили свою помощь в отборе и предоставлении опытных специалистов по ядерной безопасности. Предупреждали американцы и о возможном взрыве водорода. Уже 12 марта США сообщили японским властям, что в случае, если японской стороной в ближайшее время не будет предпринято никаких действий по спасению Фукусимы, США будут вынуждены эвакуировать из Японии всех своих граждан. Но сейчас, 16 марта, всего этого почти никто не знает. Когда из США приходят различные сообщения, можно только подозревать, что происходит за закрытыми дверями. На слушании в Конгрессе американский министр энергетики выражает крайнее недовольство тем, что японцы не делятся сведениями. Мы постоянно получаем от японской стороны противоречивую информацию относительно того, что же в действительности происходит на аварийных реакторах АЭС. Мы считаем, что зону эвакуации вокруг Фукусимы-1 надо расширить до 80 километров. Белый дом соглашается с этой оценкой и в своем пресс-релизе говорит, что это именно то, что сделали бы американцы в случае подобной аварии. Французское правительство призывает жителей Японии покинуть страну или, по крайней мере, перебраться на юг архипелага. В Японию уже отправлены 2 французских самолета, которые должны помочь при эвакуации жителей опасных районов. Но японское правительство стоит на своем. Эвакуироваться будут лишь те, кто проживает в радиусе 20 километров вокруг АЭС. Люди, находившиеся в 30-километровой зоне, должны оставаться в своих домах. Никаких планов по расширению эвакуационной зоны нет. Никакой угрозы для здоровья людей, проживающих за пределами 20-километровой зоны вокруг АЭС, также нет. Одновременно с этим со стороны кажется, что спасательные мероприятия становятся все менее эффективными и все больше похожими на акты отчаяния. На мониторах мелькают сюжеты с японскими военными вертолетами, которые в ближайшее время должны начать сброс воды с воздуха прямо на разрушенные взрывом энергоблоки. Как тушат лесные пожары. Проходят первые ознакомительные полеты над Фукусимой. Спасатели и ученые пытаются выяснить, насколько высок уровень радиации прямо над реакторами и можно ли над ними вообще летать без угрозы для здоровья летчиков. Предельная доза радиоактивного облучения, которому могут подвергаться японские военнослужащие за год, составляет 100 миллизивертов. Сейчас же экипаж вертолета фиксирует примерно 250 миллизивертов в час. То есть не 100 в год, а 250 в час. Это слишком опасно. Поэтому в первый день все операции по сбросу воды отменяются. Вместо этого планируется охлаждение реакторов при помощи полицейских водометов. Точнее, одного водомета, потому что больше нет. В новостях люди видят, как одна машина поливает из шланга энергоблок. Она кажется маленькой на фоне огромной станции. И люди задаются вопросом, как одна водометная машина может спасти Японию? Что за абсурд? Перед камерой впервые появляется император Акихито. Это примерно такое же невероятное событие, как и цунами в 13 метров. Император подчеркивает серьезность чрезвычайной ситуации. И пусть император не имеет никакой власти над правительством, он является неким символом всего японского государства. Он пользуется большим авторитетом у большинства населения Японии. Император выступает перед гражданами всего 2 раза в год. На Новый год и на свой день рождения. А видеообращение императора к японской нации сейчас, в разгар катастрофы, это нечто особенное. Такого еще никогда не было. Так что к его словам прислушиваются намного больше, чем к словам того же премьер-министра. Он говорит: «Я искренне надеюсь, что мы сможем воспрепятствовать ухудшению ситуации». По сути, император делает то, на что не осмеливалось японское правительство. Он начинает подготавливать население к самому худшему сценарию развития событий на аварийной атомной электростанции. Мол, все, что нам остается, это искренняя надежда. Как ни странно, японцев это по большей части успокаивает. А вот немцы в далекой Европе, наоборот, окончательно сходят с ума от паники. Будто авария на Фукусиме происходит в центре Берлина.
По мнению многих экспертов, в случае наихудшего сценария развития событий, в атмосферу может быть выброшено количество радиации, которое почти в 1000 раз превысит радиацию, которая оказалась в воздухе после Хиросимы и Нагасаки. Это случится, если произойдет полное расплавление активных зон реакторов. А раскаленная излучающая масса, просочившись сквозь гермооболочку реактора, попадет в Землю и окажется в грунтовых водах. Этот сценарий называется в числе наиболее вероятных. Вся Фукусима взлетит на воздух. Огромное облако из радиоактивных частиц и мусора окажется в атмосфере. И если ветер подует в сторону Токио, то все 35 миллионов его жителей получат сверхвысокие дозы облучения. Директор по безопасности на ядерных объектах из Франции говорит, что все решится в ближайшие 48 часов. Нужно приложить все усилия, чтобы охладить топливные стержни, находящиеся в бассейне выдержки в 4-м энергоблоке, поскольку в данный момент они почти полностью оголены. Если последует цепная реакция, то ядерное заражение закроет доступ к общей территории электростанции, в результате чего выполнение работ по охлаждению 3 других аварийных реакторов станет невозможным. Звучит жутковато, но эти опасения оказываются беспочвенны. На 4-м энергоблоке никогда не было прям серьезной угрозы топливу в бассейнах. Практически ни в один момент времени вода туда не переставала поступать. Но так как ТЭПКО периодически выдавала в эфир противоречивую друг другу информацию, то эксперты со стороны могли только строить предположения о реальном положении дел. И если они видят, что взорвался 4-й энергоблок, то вполне логичным было бы предположить, что случилось это из-за оголившихся стержней в бассейне выдержки топлива. Хотя на самом деле это было не так. Жители Китая узнают о радиоактивном облаке из СМС-сообщений от своих знакомых и родственников из Японии. В Пекине и Шанхае начинаются массовые скупки товаров и набеги на аптеки. Люди осыпают себя с ног до головы йодированной солью, которая якобы может защитить человека от радиации. Типа, ну есть же таблетки с йодом от радиации, а есть соль с йодом. Наверное, она тоже от радиации. И если ей обмазаться, то это остановит излучение. На юге Китая соль дорожает почти в 10 раз. Самый крупный производитель соли в стране пытается успокоить жителей. Запасов достаточно. Хватит на всех. Хоть дом из соли сможете себе построить. Но китайцы не верят и все равно сметают все с прилавков. Министерство здравоохранения Китая тоже выступает с заявлением, что пищевая соль с йодом никаким образом не может помешать радиации. Йод надо принимать внутрь, а не делать притирание. Но чтобы добиться хоть какого-то эффекта, вам придется съесть 3 килограмма соли. Правда, в этом случае вы хоть и защитите себя от проникновения радиоактивных частиц в организм, но умрете от отравления солью. Армия США передала японским спасателям специальные насосы высокого давления для охлаждения реакторов. Насосы привезли на американском военном корабле до авиабазы Йокота, но она находится на расстоянии в 300 километров от Фукусимы. Доставить насосы на саму станцию было нельзя. Американцам строго запретили приближаться к Фукусиме ближе, чем на 80 километров. По заявлению пресс-секретаря Пентагона, американским солдатам разрешено входить в зону отчуждения только при предъявлении специального разрешения. Так что насосы были переданы японской армии на американской авиабазе. А они уже сами должны были решить, как доставить их к месту катастрофы. Тем временем спасательные команды продолжают попытки охладить раскаленные реакторы при помощи воды из полицейского водомета. Выполнение операции в очередной раз приходится приостановить из-за повышения радиационного фона вблизи энергоблоков. К вечеру полицейская водометная машина сменяется водометной машиной вооруженных сил. У нее есть один плюс. Чтобы поливать реакторы водой, экипажу не нужно выходить из кабины. А значит, снижается риск контакта с радиоактивной пылью. Примерно в 10 часов утра наконец-то начался сброс воды в реакторы с военных вертолетов. Это стало возможным, когда уровень радиации над реакторами снизился. Но фюзеляж вертолетов на всякий случай обшили снизу пластинами из свинца. А еще на всякий случай, несмотря на средства защиты, работу пилотов ограничили 40 минутами. Впрочем, эта операция с самого начала была сомнительным успехом. Ей мешали страх облучения и сильный боковой ветер. Первая причина заставила сбрасывать воду на 3-й блок с большой высоты и без зависания над зданием реактора, то есть прям с пролета в движении.
А ветер приводил к тому, что вода в основном рассеивалась над блоком, не попадая внутрь. По приблизительным оценкам, непосредственно в реактор и бассейн выдержки попадало не более 5%. Поэтому в штабе пришли к выводу перестать тратить время и топливо на бесполезную работу и полностью переключиться на водометы на земле. Тем временем в новостях продолжают рассказывать про 50 самураев, которые в одиночку сражаются с радиацией. На самом деле я уже говорил, что это ерунда. К 17 марта на станции постоянно работают 450 человек. Большая часть из них – добровольцы, которые не получают за спасение Японии никаких дополнительных высоких премий. По мнению президента немецкого общества радиационной защиты, их можно назвать смертниками. Высокий радиационный фон вокруг реакторов обернется для этих отважных мужчин катастрофой, которая преждевременно заберет их жизни. Для того, чтобы ликвидаторы вообще имели официальную возможность работать на территории Фукусимы, Министерству здравоохранения Японии пришлось повысить предельные дозы облучения работников со 100 до 250 миллизивертов в год. Но, кстати, до сих пор никто из них не умер от лучевой болезни, хотя некоторые действительно получили радиационные ожоги. Во время спасательной операции умер только один ликвидатор. Нет, не от облучения, а от сердечного приступа. Потому что условия там были просто ужасные. И речь даже не про радиацию. Так как система электропитания не работала, ликвидаторам приходится продвигаться в темноте на ощупь. Нет света и не функционируют контрольные приборы. Ликвидаторы ели только 2 раза в день. Стандартный паёк составлял 1,5 литра воды, упаковку овощного сока, хлеб, рис и пара кексов. Спали работники на полу и на лестничных площадках в одном из зданий Фукусимы. Там царил ужасный холод, от которого нельзя было согреться под тонкими одеялами, которые привезли на станцию. Кроме того, далеко не всем работникам достались водонепроницаемые сапоги, необходимые для выполнения работ по колено в зараженной воде. 4 часа утра. Запущен второй аварийный дизель-генератор 6-го блока. Появилась возможность запустить нормальную систему охлаждения, без попыток заливать реактор водой из моря. 9 утра. В крышах 5-го и 6-го блока проделали отверстия. На всякий случай. Если там пойдет реакция с выработкой водорода, чтобы он смог спокойно выйти наружу, а не взорваться и развалить все здание. 9 часов 40 минут. Рядом с 4-м энергоблоком излучение наконец-то понизилось настолько, что стало возможным подойти ближе и начать заливать его водой. За следующие 80 минут 11 пожарных машин закачали внутрь 80 тонн воды. На этом все. Фукусиму наконец-то удалось взять под контроль. И теперь, после 3 взрывов энергоблоков, после выброса радиации, после разрушения активных зон реакторов, после непонятного хлопка на 2-м блоке, больше никаких непредвиденных аварий на станции не случится. Теперь можно просто в относительно спокойном режиме думать, что делать дальше. И что же пошло не так? Прошла неделя с того момента, как землетрясение, цунами и атомная катастрофа перевернули все в Японии с ног на голову. Сегодня приходят первые действительно хорошие известия. Многие порты и аэропорты Японии в наиболее пострадавших регионах снова начинают работать. Это значительно увеличивает шансы людей на спасение и дает возможность доставить помощь в города и деревни, недалеко от Фукусимы. Что касается ситуации на станции, здесь все по-прежнему. Выступая на утренней пресс-конференции, секретарь правительства Юкио Эдана говорит, что подготавливается повторная операция по закачке воды в энергоблоке. Вертолеты, пожарные автомобили и военнослужащие находятся в полной готовности. Приоритет, как и вчера, отдается в пользу 3-го энергоблока, поскольку в тепловыделяющих сборках именно этого блока содержится высокотоксичный плутоний. То, что в ходе вчерашней операции в энергоблок было закачано определенное количество воды, не подлежит ни малейшему сомнению. Однако, как много воды находится в данную минуту в энергоблоке, точно неизвестно. Обнадеживают и слова пресс-секретаря компании ТЭПКО, который сообщает, что попытки по охлаждению реактора прошли успешно. После сброса воды на агрегат мы увидели, как от него пошел пар. Мы считаем, что вода смогла снизить температуру реактора. Таким образом, определенный эффект от наших действий имеется. По сути, ситуация остается тяжелой, но вполне контролируемой. Главные угрозы удалось избежать. Подземного взрыва пара, которым всех так пугали в новостях, отменяется.
Всемирная организация здравоохранения успокаивает всех. Ее руководитель в Китае Майкл О'Лири сообщает, что риск лучевого поражения после аварии на реакторах локализован. И что сведений о том, что в непосредственной близости от атомной электростанции было зафиксировано существенное распространение радиоактивных веществ, нет. По словам экспертов, риск радиационного заражения за пределами 30-километровой зоны ничтожно мал. Но при этом радиация все же проникает в отдельные участки за пределами 30 километров. Например, высокое излучение обнаруживают на плантации чая в префектуре Сидзуока, которая находится вообще в 350 километрах от Фукусимы. Теперь, через неделю после начала, Япония соглашается повысить уровень аварии до 5-го, на 2 ниже Чернобыля. ТЭПКО с радостью сообщают, что постоянное электроснабжение первого и второго реакторов восстановлено, и что на завтрашнее утро запланирована подача электропитания в эти реакторы. Правда, в пресс-релизе ничего не говорится о том, заработает ли система охлаждения, потому что непонятно, осталось ли от нее хоть что-то после взрывов. Начинаются разговоры, что делать с Фукусимой дальше. Чинить? Восстанавливать реакторы и снова пускать в работу? Или заливать все саркофагом из песка и бетона и забыть, как страшный сон? По мнению экспертов, реализация идей по сооружению такого саркофага очень сложна. Пожалуй, самая главная проблема в том, что реакторы нагрелись до очень высоких температур, поэтому песок превратится в стекло, а бетон растрескается, как это было в Чернобыле. Возведение саркофага означает, что активная зона, находящаяся под шапкой из песка и бетона, будет продолжать раскаляться и излучать радиацию. Альтернатива только одна – охлаждать, охлаждать и еще раз охлаждать. Перед прессой вновь выступает премьер-министр. Сегодня, спустя неделю после начала катастрофы, он снова призывает своих соотечественников сохранить мужество и уверяет, что Япония преодолеет катастрофу как можно скорее и придет в себя. Но, конечно, ядерный кризис есть ядерный кризис. Поводов для оптимизма он дает мало. Хорошие новости можно искать в том, что не случилось плохих. Согласно измерениям, лучевая нагрузка в некоторых местах к северо-западу от Фукусимы составляет от 150 до 170 микрозивертов в час. Эти измерения проводились за пределами 30-километровой зоны отчуждения. Для тех, кто там живет и работает, это значит, что за 6-7 часов пребывания под такой вот радиационной нагрузкой человек получает почти полугодовой максимум. Годовая доза в этом случае будет составлять почти 1,5 зиверта. Такого количества вполне достаточно для возникновения лучевой болезни или рака. Несмотря на неутешительные результаты, жители районов, в которых проводились измерения, до сих пор не эвакуированы. Японское правительство не намерено расширять радиус эвакуации за пределы установленной 30-километровой зоны. Впервые с начала катастрофы опубликована официально подтвержденная информация о радиационном заражении пищи. Повышенный уровень радиации был установлен в молоке и шпинате из хозяйств японской префектуры Фукусима, а в пробах водопроводной воды из 5 префектур, расположенных рядом, нашли следы радиоактивного йода. Все это происходит на фоне продолжающихся землетрясений. К этому моменту было зафиксировано уже 262 толчка магнитудой 5 баллов и выше. Это наибольшая частота подземных толчков за всю историю наблюдений. На фоне новых толчков из 2 энергоблоков электростанции поднимается дым. ТЭПКО отзывает своих сотрудников. Спасательные мероприятия отложены на завтра. Повышенный уровень радиации зарегистрирован теперь и в море. Содержание йода в море превышает предельные значения в 130 раз, цезия в 25. Для 4 префектур правительством Японии был установлен запрет на вывоз молока и разных видов овощей. В некоторых регионах за пределами 30-километровой зоны уровень радиации составляет более 100 микрозивертов в час. Это значит, что в течение 10 часов человек, находившийся на зараженном участке, получает годовую дозу облучения. Плохие новости поступают и из села Иитати, расположенного в 50 километрах к северу от Фукусимы. Там жители больше не могут пить водопроводную воду. В ней находят радиоактивные элементы. Тем не менее, МАГАТЭ делает заявление, что в гермооболочках реакторов не найдено крупных пробоин. То есть непонятно, откуда именно пришла эта радиация, какой реактор, какой блок и почему. Это следствие выпуска раскаленного пара в атмосферу или следствие взрывов? Или может вообще какая-то третья причина? В моменте ответить на эти вопросы достаточно сложно.
Почти 2 недели после начала катастрофы. По третьему энергоблоку в кромешной темноте, подсвечивая себе одним единственным карманным фонариком, продвигаются 3 рабочих. Они бредут по зараженной воде глубиной почти 15 сантиметров. Уровень радиации в воде повышен почти в 10 тысяч раз. Мужчины, работающие здесь, одеты в защитные костюмы. Есть в наличии и дозиметры. При этом нет, пожалуй, самого главного – сапог. Радиоактивная вода проникает в обувь и поражает ноги. Когда облученные люди, накрытые голубым пластиковым брезентом, доставляются в больницу, гости различных ток-шоу на японском телевидении спрашивают друг друга, как такое вообще могло случиться, почему у спасателей не было сапог, и почему они шли по высокорадиоактивной воде, хотя у них были дозиметры. Ответ поступает во время расследования. Один из рабочих говорит, что у них не было ни места, ни времени для прохождения специальных курсов. Никто из них не подумал, что обычная вода может стать такой проблемой. Спустя недели и месяцы информации о ситуации на Фукусиме в эфир попадает еще меньше, чем в первые дни катастрофы. Причем эту информацию передает не правительство, не ТЭПКО, а какие-нибудь 2-3 работника, которые на условиях анонимности рассказывают последние новости. Они говорят о страхе, который они испытывают. Их рассказы позволяют как бы заглянуть внутрь каждого из энергоблоков и подтверждают предположения, которые можно сделать, увидев руины реактора снаружи. Там внутри полнейшая разруха. Сообщается об огромных провалах внутри здания реактора, о разломах, в которые можно провалиться и получить множество переломов, щелях, глубина которых достигает 10 метров. Свидетели рассказывают о поврежденных контрольных и измерительных приборах, об обрушившихся металлических конструкциях и прорванных трубопроводах. В то время как спасатели на АЭС рискуют жизнями, президент ТЭПКО Масатаки Шимицу хранит молчание. От него был только глубокий поклон и короткое извинение перед камерами. Пожалуй, на этом все. Через 19 дней после начала кризиса ТЭПКО сообщила, что господин Шимицу чувствует себя не очень хорошо. Он доставлен в больницу с жалобами на высокое давление и постоянные головные боли. Временным исполняющим обязанности президента назначается Цунэхиса Кацумата. Далеко не всем нравится этот выбор, потому что Кацумата уже был президентом ТЭПКО до 2008 года и покинул пост, когда выяснилось, что под его руководством продолжались фальсификации отчетов о проверках атомных станций. 29 мая. Штатные системы охлаждения восстановлены во всех энергоблоках с 1 по 4. Все работает нормально. 30 апреля. В этот день были сделаны попытки выяснить, было ли разрушено топливо, находившееся в бассейнах выдержки в 4 блоке. С помощью небольшого робота с дистанционным управлением удалось провести осмотр бассейна. Вывод. Никаких значительных повреждений не обнаружено. Спустя месяц губернатор префектуры Фукусима проводит очередное совещание с главами различных ведомств. За столами в конференц-зале сидят около 40 человек. Губернатор передает слово своим подчиненным и слушает их доклады с закрытыми глазами. Один из чиновников буднично зачитывает данные замеров радиации, проведенных в различных районах префектуры. Радиационный фон в Фукусиме постепенно повышается. Особое внимание уделяется обстановке в школах, но там непонятно, где-то радиация высокая, где-то вообще в норме. На некоторых школьных дворах и игровых площадках все как будто бы в полном порядке. Развлекаются дети, крики и веселье, а на других лучше не оказываться, потому что радиационный фон там зашкаливает. Такие площадки обнесли предупреждающей лентой. Губернатор спрашивает всех собравшихся, что можно сделать. Кто-то предлагает снять с верхнего слоя почвы пару сантиметров, чтобы удалить радиоактивные частицы. Это могло бы снизить риск для детей. За столом начинается громкое обсуждение. Чуть позже правительство в Токио найдет более простое решение. Политики повысят предельные дозы облучения для детей в 20 раз. С 1 до 20 миллизивертов в год. То есть вместо того, чтобы снизить радиационный фон, можно просто повысить нормы на бумаге. Круто, чё? От этой идеи всех настолько бомбануло, что правительство отозвало свое предложение спустя месяц и вернуло прежние нормативы. ТЭПКО отчисляло в бюджет префектуры довольно крупные суммы, но когда президент корпорации решил лично посетить губернатора Фукусимы, чтобы принести извинения, то получил грубый отказ.
Типа, главе ТЭПКО вместо того, чтобы разъезжать по встречам, лучше взять ситуацию на АЭС под свой контроль. Ну и я тут много говорил про дисциплинированность японцев, что не было паники, люди не устраивали набеги на магазины и так далее. Но все-таки страх перед радиацией – это мощная вещь. И у японцев он, конечно, тоже был. Девушка из Фукусимы собиралась выйти замуж за молодого человека из южной части Японии. Уже велась подготовка к свадьбе. Но после аварии родители жениха в спешном порядке все отменили. Они были уверены, что девушка не сможет родить здорового ребенка. В школах та же ситуация. Мало кто хочет иметь дело с детьми-беженцами из Фукусимы. Все боятся, что они облучены. Японское правительство наконец-то классифицирует ядерную катастрофу в Фукусиме как аварию наивысшего 7-го уровня опасности. Но при этом количество радиоактивных веществ в атмосфере составило всего 10% от чернобыльского. Вообще не бывает двух одинаковых аварий. Да, в целом Фукусима оказалась менее разрушительной катастрофой, но со своими нюансами. Например, в энергоблоках Фукусимы плещутся миллионы литров радиоактивной воды. В какой-то момент через пробоину в стене часть ее утекла в море. Измерения недалеко от берега Фукусимы показали увеличение концентрации йода-131 в 7,5 миллионов раз. В 7,5 миллионов раз выше предельно допустимого значения. Хорошая новость тут только в том, что этот радиоактивный изотоп распадается за неделю. Иначе дело обстоит с цезием-137. Его период полураспада составляет 30 лет. Пробоину удалось заделать только через несколько часов, вылив туда 6000 тонн жидкого стекла. Но вообще радиоактивная вода на Фукусиме – это постоянная проблема. Когда морскую воду только начали заливать в реакторы, никто не думал, куда ее потом девать. Всех заботило только одно – предотвратить расплавление активной зоны. А дальше уже будем думать. И вот на станции скопилось целое озеро. Чтобы освободить немного места в резервуарах, ТЭПКО решились на слив 11 тонн воды в море, той ее части, которая по всем показателям была наименее радиоактивна. Для местных рыбаков это стало фатальным решением. Япония временно запретила продавать рыбу из Фукусимы. Для людей, которые целиком зависят от улова, это означало потерю единственной работы. Зато наконец-то появилось время, чтобы смоделировать, что же на самом деле произошло на Фукусиме во время аварий. ТЭПКО признали, что масштаб катастрофы оказался намного больше, чем они предполагали сначала. Уже через несколько часов после землетрясения и цунами в первом энергоблоке началось расплавление активной зоны. Вскоре то же самое произошло во втором и в третьем блоках. То есть морскую воду туда можно было заливать прямо с самого начала, а не ждать, пока заработает электричество, а вместе с ним и система охлаждения. Премьер-министр Наото Кан начинает лобовую атаку на атомную деревню. Перед парламентом он говорит, что в результате предоставления компании ТЭПКО недостоверных сведений он дезинформировал население страны по поводу событий на Фукусиме. Он не смог вовремя вскрыть преступление ТЭПКО и поэтому чувствует себя глубоко несчастным. Кан создает специальную комиссию по расследованию, которая должна проверить все документы и допросить сотрудников ТЭПКО, членов правительства и госслужащих. Кан хочет выяснить, каким образом Япония дошла до катастрофы таких масштабов и почему правительство было так плохо проинформировано о реальном положении вещей. Кан требует немедленно закрыть другую прибрежную атомную станцию Хамаока, так как, по его информации, в следующие 30 лет там тоже может произойти крупное землетрясение и цунами. Станцию, кстати, действительно закрыли и не открыли до сих пор. Там только недавно закончили масштабные работы по возведению новой дамбы. Перейти к более или менее планируемой работе на Фукусиме удалось только к концу марта. Все это время и многие следующие месяцы главные вопросы были в том, что же стало основными причинами произошедшего и что надо предпринять в будущем, чтобы обеспечить безопасность атомной энергетики. Первые оценки экспертов стали появляться буквально с первых часов после начала аварии, когда не было почти никакой проверенной информации. Первоначальная точка зрения была простой. Всему виной два огромных природных катаклизма – землетрясение и цунами. Если бы не они, то никакой катастрофы бы не случилось. Станция Фукусима-1 работала без каких-либо нареканий. Но потом оценка начала меняться.
стали всплывать ошибки, которые допускали все подряд и на всех этапах. К анализу данных привлекли десятки независимых экспертов, опросили 772 человека, в том числе государственных служащих, работников Фукусимы, сотрудников центрального офиса ТЭПКО, местных жителей и так далее. Общая длительность слушаний перевалила за 1500 часов. Окончательный отчет составил 448 страниц мелким шрифтом. Он был опубликован в июле 2012 года, больше, чем через год после аварии. В ходе работы комиссии постепенно смещались акценты. Менеджеры ТЭПКО извинялись, говорили, как им жалко и как они сделали все возможное, но во всем обвиняли исключительно форс-мажорные природные обстоятельства. Типа, ну камон, цунами 14 метров, кто ж знал вообще? Тут наше полномочие все. Но это противоречило одному из главных выводов расследования, который можно сформулировать примерно так. Основной фактор, который привел к настолько масштабной катастрофе, это абсолютная самоуверенность специалистов ТЭПКО, что со станцией ничего не может случиться. Они не были готовы к тому, что ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию. Главная причина в том, что ТЭПКО не придали значения докладам о возможном многометровом цунами и решили не заморачиваться с новой защитной дамбой. И это несмотря на то, что к ним регулярно поступали расчеты, которые показывали, что волна выше 10 метров – это вполне реальное событие. Руководство ТЭПКО посчитало эти отчеты чрезмерной драматизацией и отложили в долгий ящик. Сюда же можно отнести непродуманное расположение дизель-генераторов и плохую герметизацию помещений с электрооборудованием. То есть, ну окей, даже если вы не хотите строить дамбу, это долго и дорого. Ну перенесите тогда хотя бы генераторы куда-нибудь повыше и залейте герметиком щели в электрощитках. Это же почти ничего не стоит. В таком случае, даже если огромная волна захлестнет станцию, она не сможет навредить работе аварийной системы охлаждения от генераторов. Но в ТЭПКО забили на это. Причем в компании знали про эту проблему. Еще в 1991 году на первом блоке случилась утечка воды. Относительно немного. 20 кубических метров. И эта вода спокойно проникла в помещение с системой аварийного энергоснабжения реактора и устроила там короткое замыкание. Но даже тогда никаких выводов сделано не было. Воду убрали, проводку починили. И все. Кроме крупных ошибок, мешали еще и мелкие. Например, нехватка аккумуляторов, фонариков, раций, инструментов, дозиметров и защитных комбинезонов для сотрудников. После аварии на Фукусиме на всякий случай остановили многие другие атомные электроблоки. В Японии начался дефицит электроэнергии. Правительство приняло меры по жесткой экономии. До аварии в Японии 30% всего электричества вырабатывалось на атомных станциях, а потом резко снизилось. Правящая демократическая партия на волне очередного витка страха перед радиацией провозгласила, что Япония должна полностью отказаться от атомных станций к 2040 году. Это привело бы к дополнительным тратам около 38 миллиардов евро в год и к зависимости от стран-экспортеров топлива. Через год после аварии прошли новые выборы, где победила другая либерально-демократическая партия. Они уже не делали таких радикальных заявлений и объявили программу модернизации старых АЭС и постепенное снижение доли атомной энергии до 20%. По данным на 2021 год, в Японии работает только 10 реакторов из 54, которые действовали до аварии на Фукусиме. После аварии Евросоюз и еще 53 страны ввели запрет на импорт продуктов питания из Японии. Сняли эти ограничения только через 9 лет, хотя кое-где сохраняется запрет на ввоз продукции из Фукусимы. А если уж что-то из Японии и ввозится, то импортерам надо прикладывать радиологический анализ. В самой Японии спрос на продукты из северной части острова Хонсю тоже упал. Людей мало убеждают даже заявления, что каждая партия проходит строгий контроль на радиацию. Даже сейчас, спустя 13 лет, экспорт фермерских товаров из Фукусимы остается ниже уровня 2010 года. Ну а сильнее всего от аварии АЭС пострадали рыбаки. Их суммарная прибыль снизилась аж в 22 раза. Основная проблема в Фукусиме на сегодняшний момент – это что делать с радиоактивной водой. Всего по станции в системе охлаждения циркулирует где-то 400 кубических метров воды, но к ним постоянно добавляются грунтовые воды, которые спокойно проникают в подвалы здания. Такая вода тоже становится радиоактивной. Хранить все это особо негде.
До аварии на Фукусиме грунтовые воды регулярно откачивали и сливали в специальные колодцы. В нее не успевали попасть радиоактивные частицы, и ее можно было спокойно сливать в океан. Но сейчас эта система не работает. В январе 2020 года, после нескольких лет изучения, специальный комитет при Министерстве экономики Японии рекомендовал контролируемый сброс этой воды в океан. Это единственный реалистичный вариант утилизировать такое огромное количество тритиевой воды. Кстати, не пугайтесь. Ровно так же поступают на всех атомных электростанциях рядом с морем. Перед такой процедурой воду тщательно фильтруют и разбавляют, чтобы не превышать норму. На Фукусиме такой слив должен занять от 7 до 29 лет, в зависимости от того, какое предельно допустимое значение радиоактивности установит правительство. Сейчас этот процесс в самом разгаре. Первую партию слили в океан в 2023 году. На выходе после всех фильтраций и разбавлений получается вода, где количество радиоактивных веществ в 7 раз ниже предельно допустимых значений для питьевой воды по шкале Всемирной организации здравоохранения. То есть, по идее, гипотетически, даже в вашей воде из-под крана или в бутылке из соседнего магазина радиации может быть больше, чем в той, что сливают из Фукусимы. Но, конечно, с точки зрения пиара это звучит не очень убедительно. Ведь все можно свести к простому и понятному лозунгу. Коварные японцы выливают в океан килотонны радиоактивной воды. Китай, Россия и Южная Корея выступили с резкой критикой такого решения. Но другого варианта не предложили. В такой ситуации все репутационные издержки японским фермерам и рыбакам взяла на себя компания TEPCO. В смысле, они просто платят крестьянам за то, что те не могут продать свой товар. Это оказалось наиболее простым решением. Ну а в конце я хочу задать вопрос. А как вы относитесь к атомной энергии? Вы скорее за то, чтобы страны строили больше атомных станций вместо газовых и угольных? Или считаете, что даже микроскопический риск масштабной аварии не стоит того, чтобы получить настолько дешевую энергию? Всего хорошего.